Добрый вечер, дорогие подписчики! Вы на канале Черный Пион, с вами Эмилия Лав, и здесь мы разбираем нарциссов по косточкам. И сегодня у нас с вами интересная история, реальные отношения с нарциссом, абьюзером, психопатом, ну там все вместе, в принципе, от нашей подписчицы. История просто огонь, очень-очень интересная, длинная, как вы любите, и что хочу сказать, это будет история, очень многие меня спрашивали, каков же молодой нарцисс, как он себя ведет, как он вообще начинает вот этот свой говняный путь уничтожения людей. Да, вот сегодня как раз мы отследим с вами на реальном примере, на жизненном примере, какими же нарциссы становятся, как они становятся вот такими жесткими, да, вот такими мерзкими уже к более, так сказать, взрослому возрасту. Но это же с чего-то начинается, правильно? И вот сегодня я как раз вам и расскажу на жизненном примере, как себя ведет нарцисс, когда он молод и свеж, так скажем, и не сильно говнист, да, но потом все равно он уже подтвердит, так сказать, свое звание нарцисса в будущем, да, не буду вам сейчас раскрывать все карты, поэтому обязательно оставайтесь до конца, конец просто жесть, ребята, вам просто необходимо остаться до конца, потому что эта история очень-очень поучительная, и также она нас учит тому, что в одно и то же болото, я не называю это рекой, с нарциссом это болото, в одно и то же болото ни в коем случае вступать нельзя, ну или на те же самые грабли, а в этой истории не просто просто такие же грабли, а это те же самые грабли, что вдвойне мерзопакостнее, вот прямо так выражусь, да, и, конечно же, когда вы послушаете эту историю, ну и в течение эфира, пожалуйста, отписывайтесь, что вы по этому поводу думаете, или кто будет смотреть в записи видео, обязательно оставляйте свои комментарии в поддержку героини, обязательно, потому что здесь также мы будем прослеживать вот ту самую ситуацию, когда девочка совсем молодая, не имея никакого опыта, попала в лапы вот подобному существу, и я думаю, среди наших подписчиков, к сожалению, немало таких женщин, да, уже, так сказать, не 17-летних, да, которые благодаря вот каким-то событиям в своей жизни, не имея никакого опыта, первое, что они встретили, это вот такую дрянь, ну вот как нарцисс или психопат. Ну а пока мы собираемся, мои хорошие, пишите обязательно приветствия, обязательно ставьте лайки этому видео, распространяйте его, чтобы как можно больше. Напомню, что у нас есть замечательный телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, все ссылочки у нас в описании или под этим видео. И также в телеграм-канале у нас есть замечательный чат поддержки, если вам нужна поддержка, и вы находитесь в абьюзивных отношениях, не знаете, как из них выйти, или получить совет по поводу, как избавиться от зависимости, обязательно присоединяйтесь, пишите в директ администратору Ирине в телеграме и узнавайте об условиях вступления в чат поддержки. Я непосредственно по понедельникам отвечаю в закрытом эфире на ваши личные вопросы по поводу ваших отношений и даю рекомендации. Далее, по консультациям также обращайтесь к администратору по номеру телефона, указанному под видео, или в Telegram в Директ. Узнавайте, когда у нас ближайшие свободные дни, и также условия по консультации. Там я с вами разбираю лично вашу ситуацию, даю рекомендации, да, и мы анализируем вообще, почему с вами это получилось, почему вы туда попали и как из этого выйти. Ну и, конечно же, самое главное, если вам понравится, как я разбираю истории наших подписчиков, вы можете также заказать разбор своей личной истории. Я буду рада ее озвучить, да, с нашего экрана, так сказать, да, и дать анализ, и так сказать, поделиться с вами знаниями, ну и, соответственно, вы можете вот пройти некую терапию, да, получить точку зрения со стороны, и это, возможно, поменяет ваше мышление, и вы уже сделаете... Напоминаю для новеньких, кто только присоединился к нашему каналу, героев наших историй, как всегда, будут звать Марина,
девушка, и Вася, это будет парень, да. Ну и если там будут какие-то третьи лица типа женщин, это у нас всегда Анька, да, то есть наши старенькие подписчики знают, но вот для новеньких сообщаю, да, чтобы вы понимали, кто есть кто. Итак, поехали. Привет всем! Хочу рассказать историю об отношениях с абьюзером, где меня смешали с дерьмом и разбили мне сердце, и практически сравняли с землей. Сейчас мне 24 года. Ровно год назад я рассталась с этим подобием человека, но история этих ужасных отношений началась, когда мне было 17 лет. В свои 17 лет еще у меня не было отношений. Ну, на самом деле это абсолютно нормально, потому что это очень-очень юный возраст. Но мы знаем, да, что очень многие молодые девушки комплексуют, если у них нет отношений, да, когда у их сверстниц вот в этот пубертатный период начинаются вот эти гульки и тому подобное. Соответственно, там уже какие-то комплексы могут зарождаться, да, потому что ну, ты как-то себя с другими сравниваешь и считаешь себя немножечко не такой, да, может быть, что-то во мне не так. Вот здесь, кстати, зерно зарождения этих самых комплексов происходит. Ну, вот у нашей героини что-то подобное вот случилось, но тем не менее. Хотя, я еще раз повторю, это абсолютно нормально в 17 лет не иметь отношений. Это вообще еще несовершеннолетний ребенок, да, который должен следить за учебой, спортом, там, да, каким-то хобби, развиваться, вот, а не, так сказать, с головой в отношения кидаться, потому что вот тогда-то мы и получаем те самые любовные травмы, потому что нет опыта, вот, ну и в принципе в этом случае все равно это получилось, это неизбежно. Тем не менее, в свои 17 лет у меня еще не было отношений. Мне никто не нравился, да и ко мне парни не проявляли симпатию. Мои одноклассницы уже имели парней, но я нет. Но я была очень даже симпатичная девушка. Миниатюрная блондинка с длинными густыми волосами и большими голубыми глазами. Но в школе в период пубертата, когда все начинали встречаться с парнями, я была погружена в учебу и подготовки к университету. Все начинается с того, что я поступаю в университет, снимаю квартиру и устраиваюсь на подработку официанткой в небольшом кафе. В первый день в универе я заблудилась в бесконечных коридорах, и пока пыталась найти нужный мне кабинет, я увидела небольшую группу студентов. Они общались между собой, и было видно, что они старшекурсники. И я решила, несмотря на страхи перед незнакомыми людьми, все-таки подойти и попросить помощи. Я подхожу и спрашиваю: ребят, помогите мне, пожалуйста, мне нужен такой-то кабинет. Я первокурсница, это мой первый день. И один из них говорит: мне нужен тот же кабинет, я тебя провожу, и надо ли вам говорить, что это был самый красивый парень на свете. Ну и как вы понимаете, да, он был старше нее, там он был старшекурсник. Пока мы шли, у нас завязался разговор. Он представился Васей и начал спрашивать, как меня зовут, сколько мне лет, на каком я факультете учусь и тому подобное. И пока я отвечала на его вопросы, я просто млела от его красоты и постепенно влюблялась. Знаю, это странно, так быстро очаровываться парнем, буквально с первой секунды, но говорю как есть. Он меня довел до кабинета, и на этом наше знакомство закончилось. Я не знаю, что со мной произошло, но Вася не выходил из моей головы весь день. И на следующий день я реально искала его глазами в сотнях лиц и бесконечных коридорах универа. И как ни старалась, он не попадался мне на глаза. Я просто хотела на него еще разочек посмотреть. Я недели 2 его не видела в стенах универа, и это буквально сводило меня с ума. Я как бы одержимая была. Я постоянно вспоминала наш разговор и его голос. Это было так странно, учитывая, что я видела его всего лишь 1 раз. В общем, я втюрилась. Ну, в подростковом возрасте, да, мы знаем, что влюбленность, в принципе, вот эта вот такая яркая, быстрая, нежданная, да, она объясняется,
в принципе, интересом к чему-то новому, а также перестройка гормональной системы из детской в взрослую. В этот период интерес и сексуальное влечение превышает разум и критическое мышление. Ну, в принципе, это происходит со всеми подростками. То есть, чем старше и опытнее мы становимся, тем более аккуратно и взвешенно мы относимся, да, уже подходим вот к этим отношениям, да, с мужчиной или с женщиной, ну, потому что мы набили уже там шишки какие-то, вот, и взрослый понимает, что для него допустимо, а что нет, ну, хотя не все, да, мы даже во взрослом возрасте попадаемся на этих долбанных нарциссов, но в любом случае подросток более подвержен, да, получить вот эти вот травмы, потому что там, ну, никакого нету опыта, но гормоны играют так, что ты просто не можешь себя перебороть, плюс не забывайте вот эти романтичные фильмецы, да, которые навевают нам вот эти фантазии, что вот все будет как в фильмах и тому подобное, и, соответственно, вот эти инстинкты самосохранения, они просто вообще все вот так прибиты к полу, ты там особо не думаешь головой, да, вот, поэтому... Значит, тут, конечно же, интерес больше всего играет, потому что, ну, что-то неизведанное, что-то новое, плюс еще тебя вот так вот подкидывает, плюс еще все же молодые и красивые, ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю, поэтому я не вижу здесь ничего странного, то, что девушка описывает, я думаю, многие через это проходили, просто сравните себя там в 17-16 лет, да, как вы влюблялись, прям, чуть ли не, ну, у меня так было, я влюблялась, я могла вообще в 2-3 мальчиков одновременно влюбиться, и нормально мне было, вот, но там сейчас, да, ну, понятно, сейчас мне уже там, я замужем и все, но как бы в более взрослом возрасте этого уже нет, и даже как-то скучаешь, что ли, по этому, да, вот как-то было все проще что ли, да, но, тем не менее, это было проще, да, но травму получить, однако, намного также проще, а потом ее и переживать дольше, вот, потому что мы идем, как вот тот самый слепой ежик в тумане, да, вот так происходит, но тем не менее это наши шишки, это наш тот опыт, который мы должны пройти, чтобы потом, да, уже во взрослом возрасте не совершать этих ошибок. Я подружилась с одной своей одногруппницей, и она пригласила меня на свой день рождения. Она уже успела завести много знакомых, так как была очень активна и общительна, не как я. День рождения проходила в ресторане, поэтому я принарядилась в платье и туфли на высоком каблуке. Когда я пришла, там было достаточно много студентов из нашего универа. Подруга меня встретила, я ей подарила подарок, и она ушла встречать других гостей. И пока я оглядывалась в поисках одногруппников, угадайте, кого я вижу. Да, именно его, именно Васю. Я стеснялась подойти и поздороваться, я почему-то боялась, что, может быть, он уже забыл меня, поэтому я сделала вот что. Ну, не сдается девчонка, да? Я подошла к нему достаточно близко, но не прям вплотную, и сделала вид, что копаюсь в сумочке, ну, видимо, она решила какой-то звук произвести, чтобы он обратил на нее внимание. Хотя я хотела очень близко к нему подойти. Он меня увидел и сразу узнал и произнес: «О, привет, Марина!» И, о боже мой, он не только меня не забыл, но и даже помнил мое имя. У нас завязался разговор. «Что ты тут делаешь?» И тому подобное. Стал спрашивать, теряюсь ли я еще в университете. Я говорю: да нет, уже привыкла, да и с одногруппниками познакомилась. И тут он говорит: слушай, запиши мой номер телефона. В случае, если ты потеряешься снова, я тебя спасу. Ну, вот такой вот Чип и Дейл спешит на помощь, да, такой вот джентльмен. Я записала его номер, и тут он говорит: слушай, давай-ка я тоже запишу твой номер на всякий случай. Если что, я тебя найду. Ну, вот это вот «я тебя найду» — это очень такой, знаете, действующий крючок, особенно для тех девушек, да, которым, вот, для той девушки, которой он уже понравился, да, то есть ты уже начинаешь себе там фантазировать непонятно что, чисто вот из-за какой-то мимолетной фразы. Она может показаться незначительной, но это действительно на психике отражается так, как какая-то там надежда, и тут уже пошли вот эти розовые слоны в голове. Особенно если ты молодая, невинная девушка, да, вот с мечтами и после просмотра каких-нибудь там «Сумерек». У меня в этот момент земля ушла из-под ног.
Но, к сожалению, наше общение на этом закончилось. Так как я его позвал, так как кто-то его позвал и он испарился среди гостей. В этот вечер мы больше не виделись, только периодически пересекались взглядами, общаясь с другими. Мне было немного грустно, но все равно было тепло на душе, что он проявил инициативу. Он первый попросил у меня номер. И для меня, как девушки, которая никогда не была в отношениях, это был сигнал, это был знак. Я увидела в этом наше будущее. Ну вот как раз о чем я и говорила, да? Опять же, я думаю, что здесь романтические фильмы сделали свое дело, если уж Марина думает о будущем, когда парень у нее просто взял номер. Вот. Ну и, конечно, юность и отсутствие опыта развивает вот эту фантазию до невообразимых просто размеров, да, так как подросток ориентируется на сюжетные линии вот тех самых романтических фильмов, не имея никакого жизненного опыта. То есть там ориентация идет только туда, она опирается только на вот эти вот сюжетные любовные линии, романтизированные в основе своей. И как мы можем заметить, в основном в этих фильмах представляется вот этот герой-романтик, в основном это нарциссы. Вот если сейчас мы будем просматривать подобные фильмы, мы будем видеть нарцисса. Вот, такой загадочный, такой исчезает вечно куда-то, она из-за него страдает. Ну, вот эти качельные отношения, с кем могут быть? С нарциссом. Вот, и потом человек воспринимает это нормальным, понимаете, вот такой вот вот такие качельные отношения. И дальше, то есть подросток ориентируется на сюжетные линии романтических фильмов, там, где минимальное внимание что-то значит. Но также она бы не восприняла так значимо то, что он взял ее номер, если бы он ей не нравился. Вот это очень важная вещь. Даже, наверное, она его бы забыла. Но когда нам нравится человек, мы его ассоциируем уже как часть себя. Все, он уже все, он как будто бы вот мы его себе присваиваем, что ли, да, но это так реально работает психика, мы уже чувствуем себя одним целым с ним, то есть она же начинает мечтать о нем что-то, но она уже с ним, с этим с фантомом живет, все. Соответственно, здесь уже его значимость очень сильно завышается, и она уже начинает придумывать какие-то там картинки, какие-то, значит, вот эти мечты у нее, и вот что, о боже мой, он дал мне номер, это что-то значит. Ну, потому что для нее это очень-очень-очень значимо. Далее, мы начинаем воспринимать его как себя, вот объект этих мечтаний, и начинаем мечтать, а он даже может и не подозревать об этом. Вот такие мы девочки. Через пару дней после дня рождения он мне написал. Когда я увидела его сообщение, меня охватила паника и радость одновременно. И почему-то боялась прочитать, что он написал. Ну, опять же, такое происходит, когда мы наделяем человека чрезмерной значимостью, поэтому, естественно, у него была такая реакция. Но мы знаем, что лучше не очаровываться человеком, чем потом в нем разочаровываться, потому что разочаровываться больно. Поэтому вот если кто-то там вам, вот даже сейчас к молоденьким девочкам обращаюсь, если кто-то вам понравился, да, не нужно в своей голове из него лепить принца, да, потому что во многих случаях он таковым не является. Поэтому так больно, да, когда мы сталкиваемся вот с той самой реальностью. Потому что как бы мы уже наделили его теми качествами, которых нет. Он написал: «Привет, Марина, как дела?» И мы начали с ним переписываться. И переписывались мы обо всем, да и ни о чем. Какие-то мемы, шутки и тому подобное. Но после переписки с ним я поехала в универ как в последний день. Я накрасилась, сделала укладку, одела все лучшее сразу. Я выглядела на 10 из 10. Будто я шла в универ, не в универ, а на свидание. У меня в голове после этой переписки уже вертелись мысли о том, что мы построим дружную семью. Ну, вот, поехали вот эти розовые слоны, уже прям ушами царапают потолок. Значит, что у нас будет дружная семья, у нас будет 10 детей, собака, огромный дом и дача за городом, куда мы будем ездить, приезжать по выходным и сидеть в теплых пледах вдвоем у камина. Но как же мне было обидно, когда в универе он просто прошел мимо. Я ему первая сказала привет. И думаю, если бы я не поздоровалась, он бы тоже не сказал привет. Он ответил привет и пошел дальше.
Он не остановился, не продолжил диалог, хотя было видно, что я к диалогу готова. Он просто прошел дальше. Ну, видим мы, да, первый красный флаг, обесценивание с помощью газлайтинга. Это сразу же, конечно же, должно наводить вас на мысль, что он пытается скрыть общение, во-первых, да, то есть он сторонится ее, это же понятно, да, на людях. Вот. Ну и также девушка тут словила тот самый первый когнитивный диссонанс, когда слова не совпадают с действием. Вот. И на это, конечно же, нужно сразу же обращать внимание, если вы начинаете отношения. Опять же, если мы продолжаем общение после такого свинского отношения к себе, соответственно, мы в любом случае попадаем в отношения с нездоровым человеком, потому что здоровый человек себя так не ведет. Ну, в смысле, ты вчера со мной общался всю ночь, переписывался, а сегодня ты идешь и делаешь вид, что ты меня не знаешь? Ну, это же бред, правильно? Это поведение нездорового человека. Это явно понятно, и оправданию этому нет. И вот нужно всегда придерживаться, если вы не хотите попасть в отношения с абьюзером. Или с мужиком, который просто хочет вас использовать. И причем скрытно, да, чтобы не палиться. Это унизительное положение. И это унизительное отношение к вам. Так нельзя позволять с собой обращаться. Я была в шоке. Зачем он пишет, если так себя ведет? Он мне периодически продолжал писать, но это были какие-то сухие сообщения, типа «Привет, как дела? Спокойной ночи», кидал какие-то мемы. Я как дурочка смеялась и кидала ему в ответ. Я настолько сильно хотела ему понравиться, что стала присылать ему шутки в его стиле, но которые были не смешны для меня. Ну вот здесь мы видим налицо, да, вот комплекс той самой хорошей девочки, да, когда ты боишься не понравиться, да, или сделать что-то не так. Когда вам приходится, в принципе, прикладывать усилия, чтобы кому-то понравиться, вы становитесь в позицию догоняющей. А человек, ради которого вы это делаете, чувствует свое превосходство и пользуется этим, особенно если это нездоровый человек. То есть он самоутверждается за счет вас. Если он непорядочный мудак, это уже, конечно же, не здоровые отношения. Вот. Поэтому запомните, не надо ничего прикладывать, никаких усилий, чтобы кому-то понравиться. Вы или нравитесь человеку, или нет. Он или хочет с вами отношений, или нет. Нету посредине, нету полстакана. Есть наполненный стакан или пустой. Все. Не нужно искать вот эту серую зону, там что-то там, искать какие-то оправдания. Это делает человек, который себя обманывает. Поэтому четко смотрите на действия. Вот это, ну, просто вот таблетка отрезвления. Другого не бывает. Далее. Мы с ним довольно часто переписывались, но в универе не общались. И в этой переписке я постоянно ждала, когда же он меня пригласит на свидание или просто встретиться где-нибудь, пообщаться, погулять. Но он не предлагал. Ну, опять же, когда вы видите подобное поведение, прекращайте сливать свою энергию и время впустую, потому что действий здесь явных никаких нет. Здесь явно человек просто потребляет ваш эмоциональный ресурс, самоутверждается за счет вашего внимания. Он занимается самолюбованием, держа вас на крючке за ваши же фантазии и надежды. Вот и все, что происходит. Таким образом, он вас провоцирует на что? На инициативу. Да? Своим бездействием он вас провоцирует на инициативу, видя, что вы заинтересованы. А мужчина, который вас заинтересован, он не так действует, он проявляет инициативу. Так действует только сраный манипулятор, все, которому что-то выгодно от вас получить. Вот. И, конечно же, таким образом, когда он провоцирует вас на инициативу, он понижает вашу ценность и самооценку. Ну а если у вас низкая самооценка, то, конечно же, вас получить намного легче, особенно если мы говорим о молодой девочке и сексе, к примеру, да. Все, понизил самооценку, она уже себя не верит, то есть у нее нет уверенности в себе, у нее начинаются там какие-то комплексы проявляться, так она сама к нему в руки пойдет. Вот что делает манипулятор. Вот, поэтому запомните, наша любимая, да, нет предложения, нет мужчины, все, там никакого продолжения общения не может быть. И он к моему, далее, тогда я сама же предложила пойти ему в кино. Ну, мы можем сказать, что манипуляция, провокация на инициативу сработала удачно, то есть ему это удалось.
И он, к моему удивлению, очень быстро согласился. Ну а что ему не согласиться? Конечно, если цель сама идет к нему в руки. Это делается для того, чтобы потом снять с себя ответственность, когда вот он ее использует и выкинет, он снимет просто с себя ответственность и скажет: ну ты же сама этого хотела, я тебе ничего не обещал, Марин. Вот, примерно вот так вот будет, понимаете, когда вы проявляете инициативу, не удивляйтесь, что вам потом, вы потом услышите в свой адрес вот что-то подобное. Мы договорились, на какой фильм пойдем. И опять я согласилась на фильм, который нравится ему, но не мне. Но я не хотела, чтобы ему было неинтересно, и он заснул прямо в зале от скуки. Но опять же, это говорит неуверенность девушки в себе. Почему? Потому что если бы она чувствовала, что она ему нравится, у нее бы не было мысли, что он заснет от скуки. То есть это о чем говорит? То есть всеми этими фибрами души она все-таки чувствовала, что там что-то не то. И, соответственно, старалась ему там как-то угодить. Опять повторюсь, когда вы стараетесь, толку никакого не будет. Все. Это бесполезно. Вот. Ну и опять мы видим комплекс хорошей девочки, да, страх потерять вот этого золотого Васеньку, вот, если что-то ему там не понравится. То есть она его ставит на незаслуженный пьедестал. Она начала уже постепенно в нем растворяться и отказываться от своих собственных желаний. А мы знаем, что в выборе вы должны находить компромисс, а не жертвовать своими интересами ради кого-то. Вот тогда у нас есть баланс в отношениях. А когда один что-то там постоянно прогибается, чтобы по его голове ходили, ну это уже не отношения, это называется потребитель и жертва. Все. Он за мной заехал, и все свидание мы общались как друзья. Он ни разу не взял меня за руку. Романтического вайба вообще не было. Мне этого очень хотелось, но этого не было. Но опять же он играл на контрастах. Когда мы подъехали к моему дому, и я хотела выходить из машины и прощаться, он взял меня за запястье и сказал томным голосом: «Можно тебя поцеловать?» Меня все окатило жаром. Это был мой первый поцелуй. Он взял меня за щеки и поцеловал. И тут он тянется к ручке двери через меня и начинает ее открывать, намекая на то, чтобы я свалила. Ну, тоже как-то, знаете, такой не очень романтичный поцелуй, да, поцеловал и выпихнул из машины. Ну, тут просто все кричит о том, что с ним что-то не то, с этим парнем. Я пришла домой и просто начала кричать в подушку от радости. У меня был огромный переизбыток эмоций. Я была очень счастлива. Я думала: все, ну теперь мы будем встречаться, и картинка про счастливую семью еще четче прорисовывалась в моем воображении. На следующий день я снова оделась как в последний раз и пришла в универ, и у меня была четкая уверенность, что он ко мне подойдет, и реально этого ждала, и высматривала его. Он появился в поле моего зрения в гардеробе, сказал привет. Я снова, как идиотка, остановилась в ожидании продолжения диалога, но он снова прошел мимо. Ну, мы видим, ребята, что здесь уже начались качели, да, в таком чистом виде и подсаживание на адреналиновую иглу. То есть, таким образом он заставляет думать о нем еще больше. Неполучение ожидаемого результата разжигает желание получить недоступное еще больше. И вы не замечаете, как этот человек становится основной мыслью, которую вы гоняете в своей голове 24/7. Вот и все. То есть, вот такой я весь такой недоступный, я весь такой дефицитный. Ну, конечно же, это природа человека, он всегда хочет то, что недоступно. Но это раз, и опять же повторюсь, здоровый человек таким заниматься не будет. Потому что ему не надо самоутверждаться за счет вашего унижения, да, и вот ставки вас вот в эту позицию какого-то там, какой-то ожидающей собачки, да, в позицию хатика. Ну, этим занимаются только больные на голову, такие как нарциссы и психопаты. Было больно. Так как если я думала, что просто испытываю к нему сильную симпатию, то после поцелуя я точно влюбилась. И весь тот день я его так и не увидела в универе, а он и не пытался ко мне подойти. Я ждала его сообщения, но его не было. Самое интересное, он активизировался только к вечеру. Универ занимал большое количество времени и было бы круто проводить время вместе на переменах и общаться также днем. Но он не писал мне, и даже после универа, а объявлялся ближе к ночи.
И так продолжалось какое-то время. И в один из дней такой ночной переписки он зовет меня к себе в гости. Ну, вот здесь мы опять видим огромный красный флаг, потому что когда человек общается с вами в одно и то же время, это уже дрессировка, да, мы тут четко просматриваем дрессировку, у меня есть отдельное видео, пока видео у меня нет, у меня есть пост в Телеграме, заходите, читайте, что такое дрессировка жертвы нарциссом, да, вот, видео мы как-нибудь с вами снимем на эту тему, вот, но это когда он подсаживает вас на одно и то же время общения, чтобы вы привыкали, то есть он подсаживает вас на определенный график, устанавливая самостоятельно контроль, то есть берет бразды правления в свои руки и приучает вас к его условиям, вот, к его вниманию. И вы автоматически становитесь в подчиненную позицию. Вот. Но опять же, это сигнал, что с человеком что-то не то, но также говорит о том, что он что-то скрывает. Вот мы говорим о его чисто ночных появлениях, да, тут надо себе вопросики задавать, а почему так. Вот. Ну а насчет дрессировки, как это происходит, нарцисс приучает жертву, свои вот эти его появления в одно и то же время, она к этому привыкает, да, особенно если это позитивные какие-то появления, проявления внимания, там, комплиментов каких-то, то есть, ну, он подсаживает на это как вот на наркотик уже, то есть вы постепенно к этому приучаетесь, а потом он это резко забирает, и все, а вы уже без этого не можете, вы теряетесь, и вот тут начинается разрушение самооценки и согласие на меньшее, вот и все, то есть это чистый инструмент манипуляции для нарцисса и один из самых примитивных на самом деле. Да, все. В общем, мы общались только в переписке и один раз встретились в кино. Один поцелуй и непонятные пропадания. Вот что мы имели на тот момент. Но я согласилась на гости, так как думала, нас это сблизит. Ну, видите, да, что он ее мариновал специально, вот, как можно дольше, чтобы она потом сама уже соглашалась вот на любые условия, лишь бы с ним встретиться. Он постоянно избегал этих встреч. Он сказал, что купил кальян, хочет со мной пообщаться и выпить чай. Я действительно хотела просто общения, так как для меня важно быть с парнем в отношениях, чтобы иметь интимную связь, а тем более у меня еще этого не было. И мы действительно классно провели время, мы много болтали, шутили, смотрели смешные ролики, обсуждали фильмы. В процессе этого свидания он меня целовал, но на большее он не намекал. Все прошло отлично. Смотрите, знаете вот эту историю про лягушку в кипятке, да, которую медленно варили? Ну, это примерно вот та самая история, да, он по максимуму пытался втереться ей в доверие, да, показать, что, ну, секс для меня не главное, да, ну, что и нужно вот той самой маленькой девочке, да, чтобы усыпить ее бдительность и чтобы побыстрее расположить к себе. То есть он очень тонко вот здесь, именно здесь он очень тонко проманипулировал, потому что если бы он был более такой примитивный нарцисс, да, он бы завалил прям ее в первый же день, ну вот когда она к нему пришла, вот. А здесь он, видите, он ее к себе расположил, попил с ней чаечек, кофеечек, кальянчик, посмеялись они там, что-то посмотрели, то есть он наладил вот эту эмоциональную связь еще больше, к себе ее расположив, а тем более, о боже мой, он что-то не пытается свою выгоду поиметь, это же еще больше вызывает доверие, ну и, соответственно, и разошлись, как говорится, да, но уже-то у нее остается хорошее впечатление о нем, а это значит, что это мы говорим опять о нарушенном, ребят, о нарушенном, как вот он себя ведет, а у нее-то уже складывается о нем определенное впечатление вот того идеального Васеньки. Кстати, вспоминайте свое вот это сахарное шоу, да, когда у вас даже мысли в голове не могло возникнуть, когда Васенька исполнял дичь, что он вообще на такое способен, да, ну потому что он применяет подобные вот эти методы, да, вас, вот так вот, обрабатывание вас, чтобы вы даже не задумались о том, что это вообще монстр в человеческом обличии. Вот здесь произошло то же самое. Так, все это время продолжалась наша ночная переписка каждый день, но общения в универе так и не было. То есть, видите, он в любом случае давит на свое, то есть он с ней так и не общается в университете, ну, чтобы его не видели с ней или что, но продолжает вот это как крыса, да, из-за угла вот так вот, чтобы никто ничего не знал, не палил, с ней общаться, но ей-то уже это все равно, она же уже поняла, какой Вася, значит, приличный парень, и как бы, ну, он безопасный, и вообще, ну, таких мало и тому подобное, а то, что вот он к ней относится вот так по-свински, скрывает ее, не здоровается, ну, проходит мимо нее в университете,
ответе как бы, ну, это вот она правда, понимаете, а не то, что он меня не трахнул, значит, он хороший. Нет, конечно. Вот, но, опять же, все уже мы, конечно, не судим, потому что там был возраст, это раз, но, опять же, даже вот взрослый человек может этого не заметить, потому что он уже окрылен, он уже думает, о, да, это он, это моя мечта, там, вот, а поэтому смотрите конкретно на действия, особенно, которые не совпадают со словами и с поведением, да, и особенно очень важно, всегда смотрите, как ведет человек себя на людях и как с вами наедине. И если там есть большая разница, это очень большой флаг, что, возможно, это вот абьюзер или психопат. Все это время продолжалась наша ночная переписка каждый день. Но общения в универе так и не было. Как-то раз я заболела. Вот тут вообще сейчас будет цирк. Как-то раз я заболела, и он проявил заботу, привез мне лекарства и провел со мной весь вечер, не боясь заразиться. Вы бы могли сказать, ну на что ты надеялась, ну и что? Он взял у тебя номер, и ты один раз сходила с ним в кино, это ни к чему не обязывает. Но когда, извините меня, парень проявляет заботу, привозит тебе таблетки и заваривает на твоей кухне облепиховый чай, это уже не просто так. Это уже, я считаю, что-то значит. И еще я немножко вырезала этот момент, но героиня писала, что он зашел к ней домой, как к себе домой. Она говорит, вот он заходит, снимает, значит, свою обувь, идет на кухню, как будто бы он знает, где у меня кухня, начинает там что-то готовить, лазить по моим ящикам. Ну, то есть как к себе домой. Это тоже, кстати, очень яркий признак вот того самого контролера, да, там, видимо, уже не первый опыт вот такого общения, да, ну, как к себе домой. Вот, к этому тоже нужно присматриваться, когда человек ведет у вас дома, как у себя дома, да, забывает, что он в гостях, как говорится. Да, это что-то значит. Опять же, вот девушка говорит, это что-то значит, да, но это что-то значит, но со здоровым человеком, а не с манипулятором, который скрывает ваше общение и игнорирует вас в обществе. В этом случае это подстройка снизу для полного подавления вашего критического мышления. Вот что и произошло. То есть вот эта вот забота, да, которую он там типа проявил, вот, что нарциссы проявляют очень редко, только когда им что-то нужно. Это может быть также в период сахарного шоу. Очень многие жалуются на канале, да, вспоминая свои отношения, что это гадина, когда я заболела, слился, например, да, или у меня какие-то проблемы, он слился. Он вообще никак не хотел участвовать в каких-то событиях в моей жизни, особенно когда произошли какие-то плохие события, да, когда мне нужна была его поддержка, он слился. Но это же его истинное лицо он свое показывает. А тут, видите, в момент сахарного шоу он вам и таблеточки привезет, и попочку подотрет, если надо, да, потому что когда что-то очень сильно нужно. И вот здесь вот эта манипуляция, именно манипуляция, была применена для того, чтобы опять убить просто в хлам ее критическое мышление. Даже если какие-то сомнения там и были у нее, например, а что он со мной не общается в универе, да, то ему нужно было срочно перечеркнуть ее эти мысли. Соответственно, я иду и забочусь о Марине, да, как вот тот самый любвеобильный, заботливый Василий. Он поставил точку в ее сомнениях вот этим поведением, своей заботой. Сидя на кухне, попивая облепиховый чай, он спросил, какие у меня были отношения и как мы расстались. И каково было мое удивление, когда я сказала, что у меня никогда не было отношений. На что он сказал, значит, ты первый раз со мной целовалась? Я сказала да. И спросила про его отношения. И как оказалось, у него был уже большой опыт в отношениях с девушками. У него было много девушек, но вот последние отношения закончились недавно. Я понял, что не люблю девушку. Мы с ней расстались, я сейчас свободен, как птица. И отношений не ищу. Последняя фраза мне показалась обидной, но я ее проигнорировала. Это тот момент, ребят, это тот момент, когда абьюзер в самом начале говорит о себе правду, но уже знатно обработав жертву. Поэтому часто она на правду закрывает глаза, ведь он так обо мне заботится, а значит, я его изменю.
Это он с другими не хочет отношений, а со мной обязательно захочет. Вот здесь вот Марина примерно вот таким образом думала, понимаете? Это я просто уже дописала, да, свое объяснение тому, что она проигнорировала, когда действительно он говорит правду. Это так и есть. Так, что у нас там? Тут ему начинает приходить много сообщений. Он их игнорирует. И звук на его телефоне был настолько громкий, что я попросила его выключить звук, так как у меня болела голова. Он сказал, конечно. И так получилось, что он повернул телефон экраном ко мне. И я вижу, что ему звонит Аня. Он берет трубку и отвечает, да, привет. Ну хорошо, скоро к тебе приеду. Ну все, до встречи. Я переменилась в лице. Он это, видимо, заметил и сказал, ну ты не переживай, это Аня, это моя сестра, ты не переживай, да, это моя сестра. И я успокоилась. Но что он здесь вообще провернул, да, вот этот вот манипулятор малолетний. Повернул он телефон, конечно же, не случайно. Он создал атмосферу конкуренции, чтобы считать эмоции Марины. И когда понял, что ей это неприятно, сделал вывод, что она уже на крючке, ну, так сказать, дело в шляпе. Вот. Ну, понятно, что это триангуляция, но я вам объясняю, с какой целью он это сделал. Мы с ним еще пару раз виделись в универе, он также ко мне не подходил. Днем он мне не писал, все было так же. Переписки по ночам и редкие встречи. И как-то раз он приехал ко мне домой, и мы переспали. Ночью он уехал. Я была безумно счастлива, но не понимала, какие у нас взаимоотношения. Потому что он не предлагал мне стать его девушкой и никак не расставлял точки над «и». И вообще, в каком формате протекают наши отношения. Вот смотрите, когда отношения в неопределенности, не стоит думать, что если вы переспите с мужчиной, вот если мы говорим сейчас о женщинах в основном, да, которые ничего вам не предлагают, то он сразу влюбится и передумает. Это вот именно то, что думают 90% женщин, а тем более молодых девчонок, да, которые думают, что действительно что-то изменится в лучшую сторону, да, я его к себе привяжу, вот у нас там будет замечательный секс, мы сольемся, и значит, он в меня влюбится. Это происходит с женщиной, но не с мужчиной. А я имею в виду мужчину, который вам ничего не обещал. А вот женщина устроена так, что после секса, особенно с объектом, который ей нравится, вот именно с ней происходит эта влюбленность. Она здесь рискует. А у мужчины все по-другому построено, и секс для них в большинстве случаев это всего лишь вот такой вот спортивный интерес, к сожалению. И давайте принимать эту реальность, да, а не жить в иллюзиях и мечтать там о каких-то сказках, что он там в тебя сейчас влюбится, потому что он со мной переспит. Вот это вообще нужно вычеркивать, вот такие мысли из своей головы. И его поведение, в принципе, об этом кричало, да, что никуда он там не влюбится и ничего там не изменится. Вот даже после кино, после этой заботы, да, после что там у них еще было, поцелуй, он так и продолжал с ней общаться только по ночам и скрываться, и не здороваться с ней в университете. С чего ты взяла? Что если ты с ним переспишь, что-то изменится? Нет, ничего не изменится, все будет только хуже, а тебе будет больнее. Вот поэтому не стоит вот на этот секс возлагать какие-то надежды и думать, что это волшебная палочка, которая переключит мужской вот этот мозг, да, и ты станешь тот самый единственный. Если он уже тебя не воспринимает той самой единственной и прячет, это не изменится, как бы этого не хотелось, к сожалению. И мы говорим не только о нарциссах, мы говорим о нарциссах, господи, у нарциссов там вообще такая каша в башке, вот эта коричневая, что там ни о какой любви и влюбленности даже речи не будет. Там вообще просто использовал и выкинул, вот что такое нарцисс. Ну, а если это не нарцисс, это вот спортивный интерес, да, если этому предшествовало подобное поведение. Поведение, когда тебя скрывают, да, когда тебя держат неопределенности. Этот чувак набирается опыта, и все. Особенно, если это молодой парень, да. Ой, далее. На следующий день был выходной. Я лежала и мечтала, какой он красивый, как все у нас сейчас закрутится, и будет супер, убеждала себя я. И тут он мне звонит и говорит: спустись, пожалуйста, вниз, я у подъезда, нужно поговорить.
Я летела туда на крыльях, потому что думала, что он мне предложит стать его девушкой. Я спускаюсь к нему, пытаюсь его поцеловать, он как-то неохотно поддается и говорит: слушай, извини меня, пожалуйста, но я тебе наврал. Я говорю: в чем? Аня, которая звонила, когда я привез тебе таблетки, не моя сестра, а моя девушка. И мы в отношениях, мы не расставались и встречаемся уже год. И я бы тебя попросил не распространяться о том, что произошло между нами. Да. Я в шоке спрашиваю: а что все это было? Зачем ты мне звонил, переписывался со мной? Зачем ты меня целовал? И в конце концов, зачем ты переспал со мной? Ты знаешь, говорит Василий, мы уже год встречаемся, и я хотел понять, нужны ли мне эти отношения. Я хотел понять, могу ли я полюбить другую девушку. Я не очень люблю стабильность в отношениях, опять правду о себе, кстати, говорит. И хотел посмотреть, как это будет быть с другой девушкой. В общем, я была экспериментом, мной воспользовались, чтобы разорвать в чувства, чтобы разобраться в чувствах с другой. А потом еще он начал оправдываться, говоря: ты не подумай, я и вообще не изменял. Ты первая девушка, с которой я изменила. Вы представляете, гадость такая, он еще ее обесценивает еще вдвойне, говоря, что вот эта его Аня такая ценная, что он ей еще ни разу не изменял. То есть, ну, я представляю, как чувствовала себя Марина, это, конечно, ужасно, это ужасное чувство. Мало того, что он вот так вот сейчас ее просто размазал по полу, да, ее женское достоинство, так еще и рассказал, что, ну, Аня такая ценная, настолько ценная, что я ей даже никогда и не изменял. Да, я вот такой молодец. Это кошмарно, это просто гнида какая-то. Я спросила, почему я? Ты мне понравилась внешне? И я подумал, смогу ли я испытать к тебе чувства. Но я их не испытал. Ну, куда же тебе испытывать, если ты вот это вот робот, который, в принципе, никому чувства не можешь испытывать. Если он уже отзывается о своей девушке, что меня стабильность в отношениях, мне она не нравится, да, о каких чувствах он, в принципе, может говорить, да? А если бы ты ко мне испытал чувство, ну, то есть Марина не сдается, да, опять же, вот здесь, когда вам подобное прилетает, ребят, вы не должны разбирать вот это говно по полочкам, да, и выяснять, почему так случилось. Все, зачем вот эту энергию свою сливать. А Марина продолжает еще что-то у него там спрашивать, а зачем, а почему. Ну, мудак это все, мудила, все, никаких объяснений здесь нет. Не нужно тратить свое время на выяснение с ним отношений. Вы еще больше так набиваете ему значимости. И показываете, как сильно он сделал вам больно, чего он, в принципе, и добивал. Он же живет за счет вот этих ресурсов, он живет за счет ваших, вашей боли, за счет ваших негативных эмоций. Чем больше вы продолжаете тянуть эту резину, тем больше он себе эту корону набивает. Поймите это, пожалуйста. Далее. И тут он говорит, значит, ты мне понравилась внешне, я подумал, смогу ли я испытать к тебе чувства, но я их не испытал. А если бы ты ко мне испытал чувства, спрашиваю я. Да ладно тебе, мы ж просто поразвлекались. Прикиньте, какая конча. Вот я прям другого не могу про него сказать, потому что он знает, что она была девственницей. Вот эта тварь ей говорит, зная, что она была девственницей, идя на этот шаг, да, зная, что он ее все равно бросит, он говорит, ну что ж, мы же просто поразвлекались. Вот. Вот только тварь такая, как нарцисс, ну или психопат, может подобное провернуть, зная, одно дело, если бы он не знал, да, а другое дело, когда она ему об этом сообщила, да, он прекрасно знает, что это первый опыт, что она может вообще там с травмой на всю жизнь остаться после такого, но нет, оно пошло, и даже вообще абсолютно не парилось. А какие последствия после этого будут? Как она это все будет переживать? А вдруг она вообще суицидом закончит? А таких случаев много, ребят. Потому что тем более здесь у нас подросток, и там психика до конца еще не сформирована. Откуда ты знаешь, как она вообще переживет вот этот момент, да? Вот прикиньте, какая мразь. Вот мразь. А для него это поразвлекались, он поразвлекался. Молодец. И опять же, в этой истории ни в коем случае девушку эту обвинять нельзя в том, что она там себя накрутила, напридумала вот этих розовых слонов.
уже только, ну, накрутила хорошо, ну, напридумывала, ладно, но факт того, что сделал он, зная, что она наивная, маленькая вот эта вот девочка, да, ни разу не тронутая, он пошел на это. Поэтому и так же, как он ее качал все это время, пытаясь ее вот влить в эти отношения с собой, да, он же ее не отпускал, он ей не говорил нет, не да, и нет, не да. Конечно, она, мало того, что он ей нравится, естественно, она там будет вступать в эти отношения. Он прекрасно знает, что он ей подает ложные надежды. Он осознавал прекрасно, что он делал. Вот, кстати, вот эта история, она еще не закончилась, там что вообще трешанина будет. Но это вот именно вот эта часть истории доказывает нам то, что, я в каждом эфире это повторяю, что нарцисс всегда знает, что он делает, он осознает. Возьмем вот этот пример, почему он скрывал вот эти все отношения, потому что его спаивает девушка, да, то есть он понимает последствия, чтобы ему прилетело бы за это, да, там какие-то свои у него выгоды есть, чтобы скрывать эти отношения. Он же осознает, почему он скрывал, спрашиваем, да, потому что если бы он был такой дурачок, как вот некоторые психологи пытаются нарциссов преподнести так, что, ой, это же расстройство, и он не осознает, что он делает. Ну что вы, ну когда это касается его жопы, его пятой точки, на которой может кто-то надавать, он все осознает почему-то, да. Но когда он вас уничтожает, он не осознает. Ну это ж бред, ребят, все они осознают. Поэтому никогда не верьте, когда вам говорят, что нарциссы ничего не осознают. Он не осознавал, что она девственница, и шел на это, он не знал, он не осознавал. Все, он прекрасно осознавал. Для него это было очень вкусно. Вы не представляете, вот, что это какое-то было самоутверждение для его мерзкого, вот этого гнилого эго, да, что он вот так вот девочку, так сказать, отымеет, да, еще и будет первым, они же во всем должны быть первые, ну вот. Поэтому не надо мне рассказывать, да, вот кто там, если слушает каких-то психологов, что нарциссы ничего не осознают. Они такие все неосознанные. Осознанные еще как, поосознаннее нас, поверьте мне. Ой, я захотела выйти из машины. И он схватил меня за руку и опять сказал, что я ничего никому не говорила. Чтобы я ничего никому не говорила. Прикиньте, еще ее это так немножко запугивает, да, то есть он ей дал понять, что типа рот свой не раскрывай. Я хотела выйти так, оказывается, он не подходил ко мне на переменах и писал только ночью, потому что эта Аня училась в нашем универе, в параллельной с ним группе. А ночью он писал, потому что днем и до вечера они проводили время вместе. А когда он возвращался домой, он писал мне. Ну, представляете, какая мразь. Вот и все, вот все и выяснилось. Но в любом случае, опустим эту историю, вы должны понимать, да, если вы видите хоть малейший намек, что вас скрывают, вы должны понять, вы там не одна. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. После этого я провела несколько недель в слезах. Когда я видела его в универе, он отводил глаза и делал вид, что меня не знает. Мы с ним никак не коммуницировали. Я заблокировала его номер телефона и ходила к психологу, потому что никто так больно мне не делал. Ну, он поразвлекался, а она у психолога закончила. А что? Ну, а что тут такого, да? Ну, поразвлекался пацан, ничего страшного. Психику поломал ребенку. Это ребенок, она еще ребенок была, понимаете? А ему ничего страшного. Понимаете, вот эта циничность, вот эта нарциссия, ей просто нет границ, она безгранична. И говорить о том, что в них присутствуют хоть какие-то человеческие чувства, конечно же, нет. И не может быть. То есть вы это видите прекрасно по поступкам. Я переехала к родителям, так как все это было легче пережить, когда они рядом. Ну вот, что здесь я комментирую, это что мы можем увидеть, к чему приводят нас иллюзии наши, да? А также необращение внимания на действия, а не на слова. Но тут даже слов не было, в принципе, с его стороны, а были применены тонкие манипуляции. Про сестру он ей сказал, подав надежду, что она для него важна, да, ты типа не переживай, я свободен, да, зачем он именно про вот эту сестру сказал, что это сестра, дать ей понять, что там между ними что-то есть, то есть, что я к тебе что-то испытываю, мне не все равно, что ты думаешь, да, это так, в принципе, и преподнеслось, то есть, зачем, ну, если ты такой весь, это,
не хочешь отношений, да. То есть он ей говорит, он за минуту переобулся, он ей сказал, что он не ищет отношений, что он расстался с какой-то там вот этой вот девушкой своей. Я хочу быть, я свободная птица, я не ищу отношений. Через минуту он переобувается и начинает ей говорить, ну ты не переживай, это моя сестра. То есть это что? Зачем ей знать, что это твоя сестра, если ты не ищешь отношений, да? А это только для того, чтобы закинуть вот этот крючок надежды такой, знаете, невидимый, который у нее там будет в голове вот это расти и расползаться. Вот, и чтобы потом добиться своего. Вот и все. Значит, то есть про сестру он ей сказал, подав надежду, что она для него важна. Ты типа не переживай, я свободен. Но при этом никаких шагов навстречу он не предпринимал и внятно обозначил природу, не обозначил природу их отношений. Ну, здесь вот в таких ситуациях, конечно же, мы должны отключать чувства и включать уже голову, да, потому что, ну, это явно неадекватное поведение. Я прошла терапию с психологом и ушла с головой в учебу. Хочу заметить, моя подруга, одногруппница, вот та, с которой она там на день рождения ходила, она встретилась с ним на ее дне рождения, как мы помним. Она меня все это время поддерживала, и мы очень сблизились. Я все еще видела Васю в универе, и меня все время передергивало. Видеть его было невыносимо, особенно когда он проходил мимо со своей Аней в обнимку. Как-то раз я заметила, что он около 2 недель был без нее. Я уже понадеялась, что они расстались. Ну, то есть, видите, психолог, не психолог, все равно там какие-то надежды, они как бы где-то таились, да, все равно. Вдруг он выберет меня. Ну, это, конечно же, не проработанная проблема, да, которая, в принципе, произошла. Вот эта ситуация, она абсолютно не проработана. Если у нее все еще какие-то там надежды остаются на то, что он расстанется с Аней. Но нет, она снова появилась, то есть она исчезла на 2 недели, да, помним. Но нет, она снова появилась. Не знаю, может, уезжала куда. Слава богу, это был последний год его обучения. Он закончил университет, и больше я ни его, ни Аню не видела. Прошло 3 года после тех ужасных событий. Мы с подругой часто выходили гулять, и я даже пыталась построить пару раз отношения, но ничего не получалось. Тогда чувство влюбленности, как в первый раз, у меня так и не случилось, того чувства влюбленности. Бабочек в животе так больше и не случалось, хотя и парни были хорошие, но все не то. Ну, ничего не случалось, потому что, опять же, непроработанная проблема, и обычные здоровые нормальные парни просто будут казаться скучными после вот такой, во-первых, очень глубоко нанесенной травмы, а во-вторых, он-то раскачал ее психику, она же привыкла к вот этим качельным отношениям, к недосказанности какой-то, к подвешенному состоянию, да, что вот у нас провоцирует вот эти все адреналиновые скачки. Соответственно, когда общение идет ровно с человеком, вот здоровое общение, оно не приносит никакого интересного, потому что скучно, потому что надо эмоций, надо вот этой всей драмы, понимаете. У нее-то отношения самые первые какие получились, и она уже, если она не проработает эту проблему, она будет ориентироваться на эти отношения и искать вот те же самые грабли, потому что только такие грабли будут ее каким-либо образом удовлетворять, да? Вот она будет чувствовать себя живой. Поэтому обязательно, если вы вышли из таких отношений, прорабатывайте эту проблему, если надо, идите к психологу, потому что вы не избавитесь от вот этого чувства, что я хочу, чтобы все было вот так, да, как в фильме, как с нарциссом, потому что вы будете постоянно попадать на эти грабли. Поэтому очень важно проработать свою проблему и только потом вступать в отношения. Как-то раз мы пошли с моей подругой в наше любимое кафе. И тут, о господи, он был в этом же кафе. Сидел за столиком у окна с друзьями. И, о боги, он встал еще красивее и возмужал. Возмужал. Меня как током пробило, и вся моя терапия коту под хвост. Опять вспыхнули чувства и те самые бабочки в животе, которые спали мертвым сном в моем сердце, как бешеные начали порхать внизу живота. И тут наши глаза встретились. Он встает и идет прямо к нам. Подходит, как ни в чем не бывало. Ну, как, в принципе, любой нарцисс, как ни в чем не бывало, ничего и не было. Ну, мы что поразвлекались, правильно, правильно. Ой. Подходит, как ни в чем не бывало. Говорит: «Привет, Марина. Сколько лет, сколько зим». Слово за слово и просит мой телефон.
И я, как под гипнозом, ему даю свой телефон. К тому времени у меня уже поменялся телефон. Он говорит, он уходит и говорит: я надеюсь, ты не держишь на меня зла. Я позвоню. На связи. Не держишь на меня зла, да? Ну, что там? Ну, всего лишь тебе там пару психологических проблем, как бы, да, ты из-за меня это самое приобрела, потратила целый год на психолога. Ну, я надеюсь, что ты на меня не злишься. Ну, ничего страшного. И не дождавшись ответа, разворачивается и уходит за свой столик. Ну, видите, то есть ему даже не важно было ее мнение. В моих мыслях сразу пробежала мысль: не держу зла, да я тебя ненавижу, обманывала себя я. Ты даже не представляешь, чего мне стоила твоя выходка. Ну, это не говорит о том, что, да, я так думаю, но кто сказал, что я буду следовать этим мыслям? Но, тем не менее, я дура, стала ожидать его звонка. Прошло около недели, и что вы думаете? Он так и не позвонил. Я за эту неделю чего только не передумала. Вот я всегда говорю в своих эфирах: девочки, не связывайтесь с нарциссами повторно. Все, вот что вы получите. Вот, то есть он ее неделю заставил сидеть в ожидании. Да, вот она сидела уже, что-то там все фантазировала, опять придумала. Независимо, что до этого произошла такая трешовая ситуация. Да? Все сразу перекрывает, вы опять в этот морок возвращаете, непонятно как, не непонятно, а понятно, потому что это триггер для вашей зависимости. Вы, даже если вы уже там избавились как-то, вот она там с психологом была, можно проработать проблему, но зависимость никуда не денется. То есть да, она затихнет, вот как говорится, да, как у наркоманов, там ремиссия какая-то произойдет, но вы будете в состоянии трезвости до тех пор, пока не будет вас триггерить где-то на расстоянии, да, то есть появление этого нарцисса. Вот это любое появление, это активация вашей зависимости снова, и поэтому вот она говорит: я как в гипнозе дала этот телефон. Почему вы думаете, это произошло? Мало проработать все это психологически, но гормоны вы куда денете, понимаете? Этот человек, я не буду говорить, что на всю жизнь, там, да, но в любом случае на очень долгое время, пока вы полностью не замените вот эти дефициты, возможно, какими-то другими отношениями, счастливыми, он все равно будет оставаться триггером для вас, да. Особенно если у вас не складываются отношения, если вы одиноки там, до сих пор, к примеру, да, вы пока что еще не построили отношения. Он будет триггером, поэтому очень важно с ним не входить ни в какие контакты, ни в коем случае. Потому что в очередной раз он просто вас растопчет и все, и унизит. А вы не сможете устоять. Но тем не менее, я дура, стала ожидать его звонка. Прошло около недели, что вы думаете, он так и не позвонил. Я за эту неделю чего только не передумала. А самое главное, зачем просить телефон, если не собираешься звонить? Ну, за тем, чтобы набить себе цену, естественно, и проникнуть в твое сознание. Вот зачем он попросил телефон. Было летом, прекрасная погода. Я решила прогуляться около дома в парке. Слушая музыку в наушниках, иду, уткнувшись в асфальт. И вижу, что около меня остановились чьи-то ноги. Я поднимаю глаза и вижу, угадайте кого? Я вижу Васю. Он сказал, что это судьба. Это судьба. Мы встретились, так как он потерял мой телефон. Оказывается, он потерял мой телефон, но просто вот так мимо проходил. Вот я больше чем уверена, что нифига он не проходил ни мимо, он ее просто помариновал вот эту неделю, он знал, где она живет, и, соответственно, он просто где-то поджидал, скорее всего, чего бы он там оказался около ее дома, да, не позвонив при этом. То есть он в ней разжег еще больше интерес. Вот это нетерпение, оно не могло никуда деться. Она же всю неделю реально в ожидании была. Соответственно, он вот исполнил подобное. Это все подстроенная сцена, скорее всего. Оно еще какое-то, ну, там мало того, что у него проблемы, да, с вот этим расстройством, там еще и маньячело как-то, так скажем, проживает, нет-нет, где-то в каких-то закромах там, да, но это ненормально, отслеживать человека, да, его выслеживать и внезапно с ним встречаться. Но я не поверю вообще ни на секунду, что он действительно проходил мимо. Бред.
Он все это ж надо было переждать неделю, да, вот так вот, довести ее до вот состояния того, такого, да, опять же, это же обесценивание ее, опять понижение самооценки, то есть позвонил, взял номер и не позвонил, да, и еще целую неделю, а потом раз и внезапно появился. Ну, это чисто вот такие примитивные эти самые манипуляции для пикапера начинающего. Но, тем не менее, это срабатывает, к сожалению, когда мы не знаем. То есть там не надо было никакую неделю ждать. Там, в принципе, вообще не надо было ему телефон давать. Но если ты уже дала, он не звонит один день, там максимум 2, все, до свидос, больше ты не ждешь этого звонка, ты его вообще даже не рассматриваешь, понимаете? А вот это, когда начинается вот эта тягучка, это явная манипуляция твоим сознанием. Все. Вот что происходит здесь. Я поднимаю глаза и вижу его. Он сказал, что это судьба, что мы встретились, так как он потерял мой телефон. Свой телефон, извиняюсь, он свой телефон, бедняга, потерял, да, и вот поэтому ей дозвониться не смог. Облака нет на телефоне, да, там, ну, или вот это, что где сохраняется все, купил новый телефон же, там же все контакты туда как-то переходят, когда мы покупаем новый телефон. А вот у него так получилось, что он потерял новый телефон. У него был ее телефон, и он предложил прогуляться вместе. Мы обо всем поговорили. Он сказал, что расстался с Аней сразу после выпускного, так как понял, что ее не любит. Но ко мне, он, по-моему, уже говорил, что он ее не любит, и он с ней расстался. Мне кажется, история повторяется, вам не кажется, да? Он уже, по-моему, говорил об этом на кухне, да, что он не любит свою девушку, поэтому он с ней расстался. Но ко мне он побоялся вернуться. Ну, я не знаю, у меня вот сейчас прям слезка течет уже все, да. Как благородно, благородный джентльмен. Постеснялся, побоялся вернуться ко мне, да. Ко мне побоялся вернуться, так как знал, что я больше ему не поверю. А доверие для него, это же, конечно, так важно, да. После всего, чего он сделал, доверие – это просто высшая точка отношений. И все эти годы у него были мимолетные романы, но ничего существенного не было. Когда он меня увидел, он был очень рад, так как я ему напомнила о его прекрасной юности и вообще стала просто красавицей. В общем, завалил меня по полной комплиментами, но ни слова извинений за то, как он поступил. Опять это тоже у нас такой флаг красный, да, когда не извиняется человек за свои поступки, да, деяния, очевидные ошибки. Это уж присуще нарциссам. Они никогда не признают своих ошибок. А я ничего ему не стала высказывать, так как опять была очарована, как мартовская кошка. Мы обменялись телефонами. Вернулась я с прогулки с ним только вечером. Я все рассказала подруге, и она сказала, что это судьба, и все делают ошибки. «Оставь обиды в прошлом», — сказала она мне. Все мои сомнения улетучились, особенно когда подруга меня поддержала в том, что я опять с ним начала общаться. Мы знаем, что очень большую роль играют близкие нам люди, да, в принятии вот этого решения вернуться к абьюзеру опять. Почему? Потому что люди, которых мы любим, мы им доверяем больше всего, и мы прислушиваемся к их мнению. Вот. Но даже если они не хотят вам навредить, не зная того, да, то есть не все в курсе там, от этих нарциссов, психопатов и тому подобное. В любом случае вы должны опираться всегда на свое мнение, а прежде всего на свою память. Только у вас в голове здесь сохранены вот эти воспоминания, что он там натворил, понимаете? И только здесь ответ, а не вашей подруге, а не в маме, в папе, которые там не были в тот момент. Это пережили только вы. И вы единственный человек, знаете, как дела обстоят на самом деле, да? Как все обстоит на самом деле. Поэтому прислушивайтесь только к себе, а точнее к своей памяти. Все. У нас не зря память сохраняется, да? Не зря. Чтобы потом мы туда опять не лезли, вот в этот огонь не прыгали. Поэтому всегда прислушивайтесь к себе. А вот эта поддержка, вот эта медвежья услуга, да, как вы поняли, она только играет против вас. Поэтому опирайтесь на себя и на историю ваших отношений.
а не на то, что вам говорит подруга, тем более в этой ситуации, вот я тоже здесь не поняла, как подруга ее поддержала, если она видела, как она выползала из этой ситуации, то есть она же говорила, она меня поддерживала на протяжении всего времени, то есть она к психологу ходила, она говорит, я 2 недели плакал, то есть подруга все это видела, и она одобрила эти отношения, ну, тоже очень странноватенько, хочу вам сказать. На следующий день он позвонил, пригласил прогуляться и предложил мне встречаться. Я была на 10-м небе от счастья. В этот раз все было просто идеально. Мы начали встречаться. Все лето мы провели в любви. Я просто бежала на крыльях к нему навстречу. Все было очень романтично. Мы ездили на речку, ходили по музеям. Он каждый раз придумал что-то новенькое. Единственное, что меня смущало, он не знакомил меня со своими друзьями. Опять, это не единственное, это одно из основных. Опять продолжается вот это скрывание, понимаете? Ну, то есть ничего не изменилось, как вы видите. Хотя моих подруг он знал и проводил время в нашей компании. И я думала, ну неужели все, что я так сильно хотела, все-таки сбылось? Ну не тут-то было. Я думала, что так и будет всегда. Я не знала, что люди вот так просто меняются в один момент. Ну, люди не меняются в один момент, они просто очень хорошо скрывают свою истинную натуру под маской. И еще Марина его совсем не знала, мы помним, да, она провела с ним очень-очень мало времени, вот тогда, 3 года назад. Но даже тогда он поменялся в 2 счета и абсолютно наплевал на ее чувства. Поэтому тут вот предполагать, как могут люди поменяться, уже опираясь на свой прошлый опыт, это мы понимаем, это уже оправдание того, что я просто хочу быть с ним, и ладно, я все забуду, как бы, да. Конечно, почему мы будем здесь удивляться, если ты возвращаешься, да, вступаешь в отношения с человеком, который тебя уже предал. Конечно, он переобуется в любой момент и изменится, потому что вот это все вот эти 3 месяца лета, месяцы лета, которые они провели, ну, это понятно было, что это было сахарное шоу, все, как и с любым абьюзером, и сахарное шоу когда-нибудь заканчивается, и вот эти маски, они слетают, и тебе кажется, что человек меняется в 2 счета, вот. Но даже тогда он поменялся в 2 счета, абсолютно так. И также мы помним, что нарциссы и психопаты с каждым годом становятся только махровее и более жестокими, так как потребность в садистическом ресурсе с годами увеличивается, так как чувство пустоты и скуки разрастается до неимоверных размеров. Черная дыра становится прорвой и требует хлеба и зрелищ. И получить он может это только с помощью унижения партнера и тотального контроля над ним. Так он получает удовлетворение, и вот это удовлетворение, конечно же, дает очень-очень короткий эффект, и он будет провоцировать ситуации для генерации негативных эмоций жертвы все чаще и чаще, да, потому что ему нужно все больше и больше, а значит, он будет становиться все неадекватнее, и вот эти методы его вот, организации этого ресурса для себя будут все хуже, жестче, страшнее, я не знаю, и абьюзивней. Поэтому, когда вы имеете дело с такой особью, не удивляйтесь, да, что он в 2 счета переобуется. Он в любом случае из себя мягкого и пушистого строит, чтобы, опять же, притупить вашу бдительность, и все. Но здесь все равно надо было на свой опыт опираться, потому что он в 2 счета уже тогда переобулся. Ой. Наступает осень. Он все свое свободное время начал проводить с друзьями. Было даже так, что мы с ним договорились о встрече, и буквально за полчаса до встречи мне приходит СМС: «Я сегодня не приду», без каких-либо объяснений. Если ранее мы виделись каждый день, то теперь встречи сократились до 1 раза в 2 недели. На этой почве мы очень много ссорились, я очень много плакала. Во время ссоры он мне говорил, что его друзья всегда будут на первом месте. Не ставь меня перед выбором, я все равно выберу друзей. Ну, там, где друзья, там и другие девушки, естественно, там не только в друзьях дело. Друзья — это просто прикрытие, это раз. Во-вторых, когда вы слышите от мужчины подобные высказывания, посылайте такого мужчину, это не мужчина, это какое-то там говно, я по-другому не могу назвать, если он вам говорит, что друзья для меня в приоритете. Ну, вот пусть идет там к своим друзьям, и с ними как бы друг друга они имеют, все, и строит с ними семью, понимаете? Это
этом вам может заявлять только абьюзер, все. Или вот эти вот какие-то там зэки, которые повыходили из этих тюрем, эй, пацаны, на первом тёлки, это все, вот это вот все говно, вот это вот мусор весь. Пожалуйста, от себя отбирайте. Друзья на первом месте. Ну, это вообще такое примитивное мышление такого, знаете, какого-нибудь там рептилоидной массы вот этой, которой вообще отсутствуют мозги, да, это, опять же, друзья на первом месте, это говорит вот такой мужчина, который чувствует свою неполноценность, то есть, чтобы угодить вот этим друзьям, перед ними не опозориться, там, типа, ой, фу, что я там с тёлкой, она ничто, а вы, пацаны, все, ну, это, знаете, такое жополистство, чтобы заслужить уважение среди пацанов. Ну, кто этим занимается? Это неуверенные в себе мальчики в этом занимаются. Если он такой ущербный внутри, что ты с ним можешь построить? Если для него пацаны важнее, чем отношения, семья и тому подобное. Поэтому, ну, вы должны понимать, что вы просто избавляетесь от бесполезного вот такой, это бесполезная вот такая масса какая-то, все. Вот. Ну и плюс еще строящееся там что-то непонятно что. Он-то думает, что он вас таким образом унижает, говоря, что у меня там друзья главные. На самом деле он просто показывает, что он какой-то там шестерка в этой компании, понимаете, что он ни о чем. Вот. И вот таким способом он просто зарабатывает вот это свое уважение такое. Альфа, ну в общем, понимаете, да, это вот такие вот чмошники, которые вообще из себя ничего не представляют, такие лошочки, да, для которых, человек, для которого друзья, вот эта вот какая-то компания важнее, чем семья, это потенциальные вот эти вот пердливые старики, которые останутся одни и будут никому не нужными. Вот и все. Вам зачем такое? Вот, далее. Ну, опять же, вы в любом случае, не в любом случае, а в большинстве случаев, также это прикрытие, ну, потому что там же телочки, понимаете. Я пошел с друзьями, там мы с кем-то познакомились, я с ними потусил, получил внимание, может, секс, понимаете? Ну, все, ну, это гульки, это в смысле друзья, тут как бы есть два варианта, я уже один вам рассказала, объяснила, а есть еще второй, это просто вот такое прикрытие, чтобы бледовать, вот и все. Дошло до того, что я просто молила о встрече. Из-за такого яркого стресса я очень сильно похудела. Моя мама это заметила, а я не могла дать адекватного ответа. Она знала, что я в отношениях, но она не знала, что происходило. Первая трэш-ситуация, которая произошла после которой я должна была разорвать эти отношения, случилась осенью. Моя девочка, ты должна была разорвать эти отношения уже 3 года назад, и больше в них не вступать на самом деле. Но что случилось, то случилось. У моей подруги был день рождения опять, и мы были приглашены как пара. Пока собиралась, красилась, он был со своими друзьями. Я не помню, почему так вышло, но он зашел ко мне домой и оставил свой телефон. И ушел опять к друзьям. Но я тоже не святоша и залезла к нему в телефон, так как меня начали одолевать сомнения, почему он так часто проводит время с друзьями. Плюс прошлая ситуация 3-летней давности опять напомнила о себе из-за его странного поведения. Ну, насчет вот телефона оставил и тому подобное. Нарциссы часто оставляют телефон, чтобы вы увидели, что в нем. Да, вот. А психопаты, ну, там, что в нем имеется в виду? Переписки с другими женщинами, чтобы создать конкуренцию за себя и тому подобное. Посмотри, как я всем нужен, становись в очередь и тому подобное. Вот. А если это психопат, то он оставляет телефон на видном месте, чтобы там что-то увидели. Это чтобы спровоцировать скандал. Вот как раз потребление вот тех самых ярких эмоций, которые он сожрет, и они провалятся вот в эту вот прорву черную, которые так часто нужны ему, вот эти эмоции. Он по любому поводу будет провоцировать скандал. Вот, и вот это вот одна из фишек просто, когда они телефон на видном месте оставляют, чтобы вы там покопались, а потом он вас еще обвинил там в этом, да, ну вот подобное. Обычно так происходит. И вообще, желание залезть в телефон появляется не просто так, помним, да, что, видимо, была причина, правильно? Значит, что-то идет не так, значит, отношения не, так сказать, айс. Вот, когда у вас есть доверие и нет никаких подозрений, вам не захочется залазить в телефон партнера. Мне никто не давал ответы, почему-то он отдалился, и я решила найти их сама. Я нашла переписку с его близким другом, где я увидела, что его друг написал ему: «Вау, тебе так с ней повезло, она такая секси».
И моя фотка нюдс, я была в нижнем белье, и на мне был накинут прозрачный халатик, который я ему высылала в первый месяц наших отношений. Какая мерзость, какая мерзость. Я просто не поверила своим глазам. И я вспомнила, когда я отослала ему эту фотку, он долго не отвечал, потому что в это время он обсуждал ее со своим другом. То есть он сразу выслал ее ему. Вот представляете, какая гадина. Вот ничего святого для него нет. Ну, то есть свою девушку, да, он берет и высылает полуголую своему дружбану на оценку, так сказать. Знаете, вот как мясо, вот как лошадь какую-то оценивают. Молодец. То есть, понимаете, отношения, да, понимаете. А как заходит у психопата дело о каком-то самостоятельном проявлении жертвы, так он ее сразу запирает дома, не дает там носить никакие там вещи открытые, да, и она что-то воспринимает как за ревность, да, но вот так вот отослать другу ее почти голую, это нормально, это нормально. Это нам говорит о чем? О том, что там нет никакой ревности, там есть только тотальный контроль, вот и все. И ничего он вас не ревнует, когда он вам говорит, не носи короткие юбки там или еще, закрой где-то там декольте свое. Нет, это просто наслаждение вот это вот от полной власти над вами. И никому он там ревности не испытывает никакой. Просто то, что кто-то может покуситься на его кусок мяса, вот это его сильно раздражает. Вот поэтому он вас и так говорит, там запрещает что-то. Я просто не поверила своим глазам. Я вспомнила, так, это уже прочитали мы, то есть он сразу выслал эту фотку своему другу. Мне было так мерзко и неприятно, что я позвонила своей подруге, все рассказала ей. Она сказала, что ты не должна это утаивать. Я знаю, что не должна, но когда он за мной зашел на день рождения, я ничего не сказала, чтобы не портить праздник. Мы поехали на день рождения, отметили, я держалась как могла, чтобы не сорваться. И был момент, когда все гости разбрелись по разным комнатам, и мы с ним пошли в комнату подруги, легли на ее кровать, и я решила поднять эту тему. Я ему все объясняю, что я увидела эту переписку. Я ожидала все, но только не это. Он начал рыдать. Девочки, он начал рыдать. Рыдать и говорить, что поступил неправильно, прости меня, пожалуйста, встает на колени и начинает реветь. Теперь я понимаю, что это была манипуляция, но тогда я восприняла это как достойный поступок, что он раскаялся, а значит, осознал свою вину. Мы помирились, и как-то все это забылось. Ну, конечно, это была манипуляция, да, опять же, чтобы она от него не ушла. Ну, потому что она ему, видимо, давала вот тот самый какой-то очень хороший ресурс, да, самоутверждения. Вот. Также не забываем, она потом это упомянет, не забываем, что, нет, здесь они еще не съехались, окей, да. Ну, здесь, видимо, вот что-то вот так его держала, видимо, его идеальность она доказывала каким-то образом. Но, тем не менее, пока что потерять он ее не был готов, и вот это нытье было. Вы думаете, он сожалел об этом? Да никогда в жизни, нет, нет. Нет, это была у нас театр одного актера, блин. На тот момент мы жили раздельно, и он постоянно повторял, что он хочет жить вместе, детей и счастливую семью. Ну, такой набор психопата, да, такой классический. Вот, пожалуйста, закидываем вот эти все плюшки, да, на будущее, да, чтобы она никуда не девалась и размечталась. Я даже закупила посуду в новую квартиру, мы уже начали искать квартиру. И тут он резко закрывает эту тему, прекращает вообще разговоры об этом и говорит, что, значит, прекращает разговоры о том, что нужно съезжаться. И я начала ему говорить, так что с переездом? А он начал врубать заднюю. Да ты в своем уме, говорит Вася. Мы не сможем себя содержать, да это я так, для красного словца. Для красного словца он ей закидывал про детей, там, про квартиру и про тому подобное. Да ты послушай себя, я не работаю, а ты еще учишься, и зарплата у тебя птичья. Как я буду нас содержать? Ну, видите, тут такой мэн, знаете, у нас проснулся, альфа-мен такой, который, видите ли, у которого понятия такие, что он должен содержать семью. То есть он здесь вот на этом сыграл, понимаете? Вот, и как бы куда делись все слова про съезжаться и тому подобное. Он сразу нашел причины, да. Но я думаю, что там что-то у него наклевывалось с кем-то, и, видимо, он передумал просто. Скорее всего, так было. У них же 7 пятниц на неделю, сегодня хочу, завтра не хочу и тому подобное.
Вот, именно на тот момент. Ну, потом явно там что-то не получилось, судя по развитию событий. Потом мы познакомились с родителями с обеих сторон. Даже стали ночевать у родителей, то у его, то у моих. Вот. Ну, вот тут, видите, он уже ее с родителями познакомил, как бы, да, ну, с друзьями почему-то до сих пор нет. Даже стали ночевать у родителей, то у его, то у моих. И очень было много моментов, когда мы с ними ночуем. Ему звонят друзья, он, сломя голову, бежит к ним и оставляет меня на всю ночь. Замечательно. Всю ночь он где-то тусит, приходит под утро, а я даже не у себя дома. То есть, вы понимаете, они ночевали у его родителей, он уходил шляться, а ее оставлял одну ночевать у ее родителей. Это просто пипец. Один раз я пришла к нему домой с ночевкой. Мы заранее обговорили, что он всю ночь будет со мной, что это наше время, и он никуда не уйдет. И тут в 12 ночи, когда мы уже собирались спать, он мне заявляет, что пойдет сейчас с друзьями в бар. Я ему говорю, можно с вами? Но он говорит, да там только парни без девушек, давай в следующий раз. И когда он мне это говорит, ему поступает звонок на телефон, и я слышу женский голос, который говорит, ну что, когда вы там приедете, мы вас с подругой уже ждем. Оказалось, он ехал не в бар, а на хату к своей бывшей одногруппнице, где его ждали друзья и девушки. Я говорю, почему ты меня обманываешь? И тут опять, угадайте что? Он начинает заливаться крокодильями слезами. Он опять пускает слезу, ребят. Пожалуйста, не бросай меня, прости меня. Он опять становится на колени и начинает рыдать. У него реально была истерика. И в конце концов я говорю, хорошо, я тебя прощу, но поеду с тобой. Он говорит, нет, там будут только мои одногруппники, и уехал, понимаете? Тут добился своего и уехал. Я осталась дома одна с его родителями. Все опять замялось. Но здесь мы видим уже глубоко зависимую личность, да, то есть Марину, которая терпит и не уходит. Он настолько понизил ее самооценку и повысил свою значимость, что она начала мириться со свинским и предательским поведением. А также крокодили слезы по каждому поводу, ее сбивали с толку и заставляли думать, что он изменится, но он же плачет, извиняется, значит, он все осознает, правильно, такие делала выводы Марина. Соответственно, она его прощала, надеясь на то, что он же может быть вот таким чувствительным, да, вот он как бы все понимает, что он делает мне больно, да, вот это же держит человека вот в этом трешаке. Но запомните, да, когда вы начинаете оправдывать налицо неадекватные вещи, и неадекватное поведение, а особенно унизительное отношение по отношению к себе, здесь вас говорит уже чистейшая зависимость, которая адаптирует вас к абьюзу. Поэтому всегда смотрите, да, как человек к вам относится, и вот можно оправдать там какие-то вещи, попытаться, да, хотя этого тоже не нужно делать, я всегда говорю, смотрите вот туда, да, убирайте вот это коридорное мышление, да, и смотрите по сторонам, что происходит. Но когда там вообще полный неадекват происходит, вот как такое, вот он просто взял при ней, поныл и все равно уехал к тёлкам, понимаете? То есть это конкретно неадекват, вам уже в цвет вот так в лицо говорят, ну я тебе как бы изменяю, но ты ничего, ты потерпи, прости меня, а я пошел, понимаете? Вот здесь уже все конкретно, вы в зависимости, и уже здесь нужно обращаться за помощью, ну и за помощью, естественно, разрывать вот подобные отношения, потому что это вообще никак не втирается, да, входит в рамки нормального мира, вот нашей реальности и нормальных отношений. Вы уже все, вы уже там в нарциссем зазеркалье, если вы оправдываете такое. И опять же, вот эта адаптация к абьюзу, она ваши вот эти инстинкты самосохранения, она просто настолько притупляет, что вы даже не понимаете, что вас над вами издеваются, да, и это ненормально, там прощать нечего, там просто по факту видно, что человек над вами тупо издевается.
То есть таким поведением вы ему даете разрешение на измены, то есть вы соглашаетесь вот этим прощением, когда вы прощаете подобное, вы соглашаетесь на такое отношение к себе. Да, Васенька, со мной так можно, да, продолжай мне изменять, и еще и сообщать мне об этом, да, вот, продолжай мной пользоваться, а я буду молчать. Вот здесь мы переходим плавненько в роль терпилы, вот той самой. И, кстати, если это происходит в таком вот молодом возрасте, да, к сожалению, вот именно у таких женщин есть большой шанс застрять в этих отношениях на долгие годы. Вот здесь, слава богу, Марине повезло, да, она отдумалась, да, и то, опять же, за счет информации, и плюс, не забывайте, она у психолога побывала, да, вот, а те, у кого нет этой информации, да, или вот сколько раньше у нас было, сейчас меньше этих случаев, да, когда люди застревают по 10 лет, но возьмите там, вот информация к нам пришла когда? Лет 7 назад про нарциссов, да, а до этого, вот здесь я говорю про вот тех потенциальных жертв, да, нарциссических, вот именно с молодых лет, вот такие люди очень часто застревают на долгие годы, поэтому следите за своими детьми, особенно за девочками, и за их отношениями. Это очень-очень важно. Прошло немного времени, и мы все-таки решаем съезжаться. И с этого момента начинается лютый трэш. Проходит примерно неделя нашей совместной жизни, человек меняется снова и снова, в худшую сторону, хотя куда еще больше. Он начинает запрещать мне общаться с моими подругами. Ну, сейчас все классика начнется, смотрите. Классика психопата. Набор туристов, как говорится. Он начинает запрещать мне общаться с моими подругами. Начинает их оскорблять и говорить, что они плохо на меня влияют. Далее он стал запрещать мне выходить в магазин, говоря о том, что он за меня переживает. Все это я считывала за заботу. Какая же я была невозможная дура. Но я думала, как мило он за меня переживает, он хочет для меня только лучшего. Вот такие мысли крутились у меня в башке. И да, именно в башке я это признаю. Но предел был, когда я заметила, что что-то давно мне не звонила моя мама. Я захожу в свои контакты и вижу напротив абонента «Мама» красный значок. Мама у меня заблокирована. Я в панике ищу номер своего отца. И он тоже заблокирован. Я позвонила маме. В панике. Вдруг что-то случилось, и она не могла мне дозвониться. Но, слава богу, все обошлось, так как у нее была запара на работе, и она мне просто не звонила в это время. Ну, а если бы что-то случилось, и она не дозвонилась? Этот упырь заблокировал моих родителей. Маме я ничего не сказала, чтобы ее не пугать. Ну, здесь происходит элементарная, да, изоляция от родственников, от друзей, то есть изоляция от общества, от ее окружения. Для чего это делается? Чтобы сформировать в ней вот эту вот бытовую беспомощность раз, вот эту вот, значит, психологическую беспомощность два, и также стереть все ее опоры, выбить фундамент из-под ног в плане того вот своих каких-то решений, то есть чтобы она не могла опереться на свое мнение, на свои какие-то чувства, да, на видение вообще этой жизни, да, а также друзья и родственники, люди, которые ее действительно любят, они попытаются ее спасти, они попытаются открыть глаза. Соответственно, что для психопата первым делом самое важное, это изолировать ее от этих людей, чтобы они ее, значит, не привели в чувство и не рассказали ей, какой же Вася на самом деле монстр. Да, вот, поэтому это в его интересах. И здесь он пошел дальше, он просто взял, заблокировал родителей. Даже без каких-либо оскорблений. Ну, потому что это же подозрительно. Опять мы видим здесь осознанность психопата. Потому что мало там сказать про подруг, они там все какие-то проститутки, там не общайся с ними, они на тебя плохо влияют, и тянут тебя на дно, вот любимая, да. Но если он начнет засирать родителей, конечно же, это будет уже неадекватно выглядеть, и он это прекрасно понимает. Ну и что он сделал? Он просто как крыса за ее спиной взял и заблокировал этих родителей. Я, кстати, не упомянула важную деталь.
Я работала, а он нет. Ну, опять классика. Ну, что такое, что такое? Хотя помним, да, что он был ее как минимум там на года на 3 старше, да? И он не работал. Ну, это получается ему сколько, ну, максимум там лет 24 тогда уже было, да, 25, может быть. И вот это вот чудовище, оно не работало. Оно только вот ходило, шлялось, там что-то у него вот такая разгульная жизнь, и он не работал совершенно. Кстати, я не упомянула важную деталь. Я работала, а он нет. Он сидел у меня на шее. Плюс ко всему он оказался еще и альфонсом. Я помню, что он пришел домой с очередной гулянки в этот день. Ну, вы поняли, да, это уже там на поток пошло, что нормально, что он шляется по ночам, приходит под утро, как бы это уже все. Как бы. Опять, ею, Мариной, это принимается как норма. Все, дошло уже до того. Это и есть вот та самая адаптация к абьюзивному отношению. И я начала ему говорить, зачем ты заблокировал моих родителей? На что получаю дозу оскорблений в свой адрес. На что получаю дозу оскорблений в свой адрес и претензию. А ты чё в своем телефоне рылась? Ты что, на меня что-то искала? В своем телефоне, ребят. Вот представляете, какой маразм вообще. Это прямая цитата. Человек попытался обвинить меня в том, что он сделал еще и в моем телефоне. Я не стала эту ситуацию спускать с рук и сказала, я сегодня хочу переночевать у своих родителей. Ну, смотрите, не стала спускать ситуацию с рук, это стало, потому что здесь должно быть, я не хочу переночевать у своих родителей, а я просто ухожу и все. Вот это называется не стала спускать ситуацию. А что значит для того, кто постоянно повторяет одно и то же и не слышит тебя и продолжает тебя абьюзить, не меняет свое поведение вообще никак, что такое для него, что ты пойдешь там переночуешь у родителей и опять вернешься вот в весь в этот трэш, в эту всю грязь, да? Это ничего не значит. Поэтому вот, ну, как бы у жертв очень часто вот, присутствует вот тот самый самообман, ей кажется, что если она там что-то там покажет, докажет, это как-то на него повлияет. Да никак это на него не повлияет. На нарцисса и психопата повлиять может только ваш уход. И полная блокировка, и не контакт. Все. Это единственное, как вы можете на него повлиять. Но не вот тем, что я ему пригрожу, что я 2 дня поночую у родителей. Это не работает. Нет. Это работает только с теми, кто делает выводы и анализирует свои поступки. То есть здоровые люди. Да? А вот это здесь, это непробиваемое дно. О чем вы говорите? Кому вы это говорите вообще? Да? Контроль не спустила ситуацию. Спустила еще как. Еще как. На что он начал меня шантажировать. Если ты туда поедешь, я что-то с собой сделаю. Ну, это очень-очень распространенная манипуляция вот таких вот уродцев. Кстати, так он и раньше меня шантажировал. И я велась. Но на этот раз я сказала, нет, дорогой, ты каждый раз мне угрожаешь, но этого не выполняешь. Я уеду. Все-таки я уеду. Он говорит, нет, ты не уедешь. В конце я с ним соглашаюсь и не уезжаю. Он опять уезжает к своим друзьям, и я подумала о том, что когда он уедет, я уйду. Он уехал, я собрала вещи на первое время, так как я не собиралась уходить от этого человека. Ну вот видите, я вам говорю, да, то есть здесь до сих пор Марина еще так и не поняла, ну то есть понимание еще, осознание не пришло, что она находится в большой-большой опасности. Я просто хотела побыть с ними где-то пару дней. Я собралась, вызвала такси. Такси приехало. Я собираюсь открыть дверь и вижу, что он забрал мой комплект ключей и закрыл меня дома. Вот вам еще один огромный красный флаг, ну и вообще вот такой поступок очень часто делает именно психопат, когда он запирает вас где-либо, да, вот таким образом он держит в руках вот тот самый контроль, да, и чувствует себя вот тем самым великим и могучим, да, потому что, ну, когда вы в заперти, вы ничего не сможете сделать, вы не сможете проявить свою волю и сделать то, что вы хотите, понимаете, а в его интересах нельзя ни в коем случае позволить, чтобы вы пошли против него воли и именно поступали как нужно вам, как вам удобно, как вам хорошо, там, да, то есть его задача вас держать все постоянно в тонусе, чтобы вы его боялись
и непрекословно слушались. И вот подобные вот эти вот выходки, как закрывание вас там где-то внутри, да, чтобы вы в следующий раз боялись и не вздумали повторять этого, да, вот он таким способом практикует ваш страх, да, а чем больше вы его тем боитесь, тем больше вы подвластны его влиянию. И даже в этот момент я не понимала, что с ним что-то не то. Ну вот, как я уже и сказала, видимо, Марина еще все-таки не осознала, с чем она имеет дело. Он постоянно меня обвинял, что я какая-то не такая. Он смеялся абсолютно над моим любым хобби или делом. Я очень люблю пересматривать фильмы миллион раз. И я решила в 500-й раз пересмотреть «Сумерки». Я включила, лежу, наслаждаюсь. Это когда он ее закрыл в квартире, да, поняли? Тут, значит, она решила пересмотреть «Сумерки». Приходит он, опять со своих вот этих блядок, видит, что я смотрю «Сумерки», берет, закрывает ноутбук и говорит: пока ты не начнешь смотреть нормальные фильмы, ты свой ноутбук не получишь. И забирает ноутбук и куда-то его прячет. Называет меня дурой, идиоткой. И даже этот момент не был самым ужасным в наших отношениях. Что здесь произошло с этим ноутбуком? Опять, Марина проявила свою волю, да? Она посмотрела то, что ей нравилось. И в его планах было, чтобы она вот сидела, значит, закрытая в квартире, да, сожалела о своих неправильных поступках, то есть, да, проявлении своей личности, как бы, ну и вообще желаниях там, да, то есть попытки наказать его, да, за его поведение, то есть я уйду к родителям, вот, то есть посмотрите, он сделал мерзость, то есть он заблокировал ее родителей и еще ее же за это и наказал, вот так вот поступает вот как раз таки психопат, вот такая у него психика, такое вот у них мышление, просто многие спрашивают, а как же они не сожалеют, а как же они не скучают? Ребят, вы видите, вот поступки. Как вы думаете, вот такое чудовище может сожалеть или скучать? Все. Там задача, тотальный контроль. Больше их не интересует ничего, потому что только за счет тотального контроля он получает удовлетворение. Все. И о чем я говорю? То есть в его понимании она должна была сидеть, значит, дома, в заперти, рыдать в подушку, да, и, значит, думать, делать работу над ошибками, так сказать. И потом, когда он откроет дверь, она вот такая на коврике стоит, да, и его ожидает, значит, с подносом там, с хлебом, солью встречает. Вот что он хотел. А тут он приходит, а она, ты посмотри, она даже и не думала страдать, она даже и не думала там что-то осознавать свое поведение мерзко. Еще тут лежит, кайфует, смотрит свой любимый фильм. Да как-то это нельзя такое позволить ни в коем случае. И, конечно же, его задача по максимуму уничтожить все, что вас как-то радует, все, что вас как-то отвлекает, все, что как-то вас выносит из вот этой мерзкой реальности, в которую он вас затянул, да, то есть, соответственно, его задача это все уничтожить, все, и вот что он сделал, он просто взял компьютер. Да, это не потому, что он не считает этот фильм там какой-то ужасный фильм, нет, это потому что ей нравится этот фильм, ей приносит это радость. Помним, что нарциссы, психопаты очень завистливые, да, если вас что-то радует, их это раздражает, все. Почему? Потому что они не могут испытывать радость, все. Соответственно, они будут уничтожать все источники, которые приносят радость вам и как-то вас наполняют, да, какими-то эмоциями. Это абсолютно нормальная практика, когда вы имеете дело с нарушенным психопатом. Значит, и это был не самый ужасный момент в наших отношениях. Ну вот сейчас, ребят, готовы к жести. Вот сейчас начнется жесть, которую я обещала. У меня есть двоюродный брат. У нас с ним теплые отношения. Он живет в другом городе и довольно часто приезжает в наш город. И в один из таких визитов он прямо из аэропорта, не заезжая к своим родителям, заехал ко мне, потому что мой дом был по пути. Заехал он на чашечку чая. Сложилось так, что утром Васи не было дома. Опять же, потому что он свалил к своим друзьям, да, на гульке. Мы сначала сидели на кухне, но потом перешли в спальню, так как там удобнее. А я этого брата он знал, что он есть, но я этого брата не показывала. Ни фотографии, ничего, он не знал, как он выглядел. Там стоит кровать, диван и журнальный столик, куда можно поставить чашки, перекусить и так далее. Мы сели друг напротив друга и болтали. И тут заходит Вася. Налетает на моего брата, начинает его бить кулаками по лицу. Мой брат ничего не понимает.
Я была в шоковом состоянии, не додумалась крикнуть, что он мой брат. И это сделал мой брат. Он заорал, что я ее брат. Вася сразу же с него слезает и начинает орать на меня, что это я виновата, что не сказала, что это мой брат. Выставил меня виноватой. Опять же, классика, опять же, когда психопат или вас бьет, он говорил, что вы напросились, да, это ты виновата, ты меня спровоцировала, да, потому что они никогда не признают свою вот эту шизофрению, да, вот. Или если он кого-то там что-то ударил, это все из-за тебя, это ты виновата, но никогда я не виноват. Это вот как раз отсутствие той самой рефлексии. Он вот вообще не считывает, чего он там творит, как бы, не то, что не считывает, он абсолютно не испытывает вину за то, что он сделал, потому что он не может ошибиться, он всегда прав, вот, он будет всегда искать виноватых везде, кроме себя, да, обычно, конечно же, это партнер, жертва, над которой он издевается, она всегда будет виновата, и это будет также лишний повод над ней поиздеваться еще и спровоцировать вот на тот самый негативный ресурс, чтобы забить свою вот эту вот прорву. Ой. Мой брат ушел достаточно быстро. Мы с ним толком не попрощались, и с того дня у нас натянутые отношения. Он не хочет со мной общаться и меня видеть. Я понимаю, что я также виновата в этой ситуации, потому что никто меня не заставлял встречаться с психопатом. Но он как-то не может меня понять. Как только, кстати, вот это вам, знаете, вот Марине совет, это вот сейчас понятно, что вы все осознаете, но это вам такой, знаете, знак. Вот когда вы замечаете, что вы начинаете лишаться близких людей, особенно людей, которых вы любили и долго, да, на протяжении многого времени имели с ними хорошие отношения, да, взять того же брата или те же подруг, и когда появляется в вашей жизни вот подобное существо, как Вася, да, вам это должно быть вот тем самым для вас сигналом, что, может быть, причину поискать не в каких-то людях, там, да, вот, в Васе, потому что почему у меня с ними раньше было все нормально, а может быть, это все-таки из-за него это происходит, да, то есть нам постоянно жизнь вот с этими уродами подсказывает просто на каждом шагу вот эти подсказки, но мы их не хотим видеть, когда мы в мороке, да, вот в том самом нарциссическом гипнозе. Вот сейчас, если вы смотрите это видео, задумайтесь, почему у меня больше нет подруг, почему я где-то уже не в таких теплых отношениях со своими родственниками, почему? Может, посмотреть направо, да, на вот эту морду, которая валяется у вас там на диване, да, не работает и вас только использует, и подумайте, может быть, это все-таки он как-то, да, к этому руку приложил. Вот, то есть, когда из вашей жизни начинают исчезать близкие вам люди, вот так, по одному, то нужно здесь задуматься, да, что нужно что-то менять, да, и прежде всего в своих отношениях, то есть разрубать эти отношения с вот этой гадостью, потому что он вам гадит, он вас вот этим ядом колет, и также этот яд распространяется через вас, вы проводник, его яд распространяется на ваших друзей, на вашу семью и тому подобное. То есть здесь все, вот прям знаки со всех сторон, поэтому обратите внимание, если вы в такой ситуации сейчас. И не ищите причины в друзьях, что они плохие, после того, как вы 20 лет с ними дружили, а ищите причины в своем партнере, так называемом. Как только за моим братом закрылась дверь, Вася берет меня за локоть, отводит в ванную, запирает, выключает свет, подпирает стулом дверь и уходит гулять снова со своими друзьями. Он оставил меня на 7 часов без воды и еды. Я постелила в ванной полотенце, чтобы не было холодно. Легла в ванную и уснула. Под утро опять этот ненормальный приходит домой, меня, слава богу, отпирает, берет меня на руки, кладет на кровать и снова начинает извиняться и рыдать. То есть вы поняли, да? Он избил ее брата, а потом ее запер в ванне и ушел шляться. Вообще, ну, честно, у меня даже нет слов. Ну, вот здесь попахивает уже маньячелой на самом деле. Это просто в уме даже не укладывается, да? Вот что происходящее. Но там дальше еще хуже будет, ребят. Те, кто очень сильно восприимчивы, да, к такому, к жесткому контенту, лучше закройте экран и ушки.
начинает рыдать. Начинает рыдать он. Говорит, что он не прав, что он вел себя как последний дурак. Много про себя говна наговорил, при этом слезы лились градом, просто крокодильи слезы. И, о боже, я снова его простила. Потому что любила и верила, что это последний раз. Это, опять же, классика мыслей, вращающихся в голове любой жертвы абьюза. Я сейчас пишу и не верю, что я так смогла себя предавать. И я продолжала его прощать до одного момента. Живем мы так еще пару месяцев. Был даже момент, когда он меня босиком в одних трусах выставил в подъезд и запер дверь. Я пробыла в подъезде целый час, долбила в дверь, а он угорал, смотрел в глазок и ржал. Это какой-то фильм ужасов, ребят. Просто фильм ужасов. А потом он меня впустил в квартиру. Я ревела, потому что я замерзла. Мне было стрёмно и страшно. Непонятно, кто там будет ходить в подъезде, а я в нижнем белье. На что он говорит? Да ладно тебе. Я пошутил. Ну, это шутка была. Ну, чё, Мария, шутка. Шутка. Я ж пошутил. Ну да, я тебя закрыл в ванне. Да, я пошутил, это все шутка. У него все шутки. А теперь он тоже пошутил. Понятно, да, что там просто... Я не знаю, какой там диагноз, ребят. Но то, что явно это психопатия, но там еще что-то. Может быть, даже какое-либо раздвоение личности. Я не знаю, потому что он постоянно то ноет, то агрессирует. Как-то это очень страшно. Еще вот такая резкая смена настроения может быть у наркоманов. Да, у них очень такие перепады частые настроения. Там, потому что уже неустойчивая психика, его там это колбасит, понимаете? Непонятно еще, что там он употребляет, потому что она ничего не упоминает подобного, но обычно психопаты, нарциссы, они очень часто вот эту компенсируют свою вот эту пустоту, когда ресурса недостаточно, они компенсируют это играми, да, игроманы, наркоманы и алкоголики. Вот у них. Да. Ну, а потом это перерастает, конечно же, в садистические наклонности, когда он испытывает вот это наслаждение, когда он именно издевается над жертвой, уже физически, да, вот. Что-то такое здесь. Я не знаю, если есть психиатры в чате, напишите, что это может быть за точный диагноз. Психопат плюс что? Плюс кто? Да, потому что тут явно не только психопатия. Что-то это вот ревет и перепады. Так, далее. Пошутил. Он просто пошутил, оказывается. Да. То, что выставил ее в трусах, там действительно вот так вот ходят мужики, то из дома вообще не выходи, опять же у нас, да, вот это вот, из дома вообще не выходи, там, то-то не носи, сиди дома, а в трусах выставить ее, ничего страшного, да, ну, где же наша ревность, где же наша забота, правильно? Опять это нам доказывает в очередной раз, что эта мразь просто тебя использует как инструмент для провоцирования вот этих эмоций, генерации эмоций, чтобы их пожирать, все, он относится к тебе как к вещи. И тогда я так и подумала, ну, он сказал, что он пошутил, она так и подумала в тот раз, вот после этого случая. То есть урок с ванной, урок вот то, что он ее выпер туда, пока что еще не прошел через мозг как сигнал к побегу, да. И тогда я так и подумала, я оправдывала его издевательство как могла. Угу. Последнее, ну это происходит, когда вот жертва боится, когда своих опор уже нет, и просто там страх его потерять, потому что она просто не понимает вообще, что она будет без него делать, понимаете? Что он настолько уже ей внушил, что он ей необходим, что она не верит, что она сможет справиться одна без него. Ну это вот такой же. Плюс, конечно же, адреналиновая зависимость, она уже на этом сидит, она без этого не может, и она будет оправдывать, чтобы оставаться в этих отношениях. Да. Потому что разрыв с поставщиком наркотика, вот этого натурального, который производит ее организм в виде адреналина, она не может представить жизнь свою вот без него. И разрыв с ним для нее это кажется самым страшным на момент вот, пребывания в этой зависимости. Соответственно, там будет оправдание.
Последняя ситуация в наших отношениях самая ужасная. Приготовьте попкорн. Это была зима. Он заболел, и температура у него была 39. У нас закончились жаропонижающие, и нужно было спуститься вниз. У нас аптека на первом этаже. А я вам уже говорила о том, что мне было запрещено выходить из дома без него. Это был прямо серьезный запрет. Если я выходила на учебу или работу, я всегда делала фотоотчет для него. Знакомая история? Пишите. Кому вы высылали отчеты? Пишите, кто так делал. И обязательно должно было быть видно время на фото, что я не заранее сделала это фото. И он все равно потом заходил в мою галерею и смотрел отчет через 3 точки сверху в каждой фото или видео, которые я ему отсылала. А вдруг отфотошопила время, он ей говорил. Да. Но опять же, он судит по себе. И вот эта вся его обсессия, что она там не выходила, никуда там не смотрела. Ну, потому что он постоянно ей изменял. Здесь это даже не обсуждается, понимаете? Он судит по своему поведению, соответственно, он будет ее от всего этого ограждать, пугать, там, запугивать, чтобы она, не дай бог, его вот это эгочку не ущемила, да, изменив ему, там, посмотрев на кого-то. А вдруг отфотошопила время? Да, знаю, это полная шиза, но я была просто в полном ауте в то время и не понимала, что это ненормально. Ну, думала, видимо, что заботится Василий. Вдруг, если меня украдет какой-нибудь маньяк, Василий будет знать, значит, где я была, где я есть, и он меня найдет. Вот, видимо, так вот рассуждает. Я не понимала, что это ненормально, но в этой ситуации он сказал: ладно, иди, если через 10 минут тебя не будет дома, я тебя убью. Тогда я подумала, что он просто шутит. Прихожу в аптеку. И по закону подлости там была длинная очередь. Еще какая-то бабушка устроила скандал на кассе. И я простояла только в очереди минут 20. Я не взяла с собой телефон, потому что спускалась очень быстро. И не могла его предупредить и сфотографировать отчет, что я действительно в аптеке, и что там действительно очередь. И, наверное, еще вот эту бабушку заснять на видео, да, чтобы ему, так сказать, предоставить все доказательства. Ну, это вообще пиздец. Я прихожу домой, я понимаю, что будет скандал. Я была уже готова к словесной перепалке. Я открываю дверь в квартиру, меня встречает монстр с глазами буквально черными от злости. Он, не говоря ни слова, схватил меня за волосы и начал тянуть вниз и говорить: я так и знал, что ты, шлюха, мне изменяла. Ты была с каким-то мужиком, я знал, что ты, потаскуха, мне изменяешь. Я кричала, что там была очередь, вот твои лекарства и чек, но он меня не слушал. Он начал меня бить по лицу, продолжая орать, что я была с мужиком. Я упала, он начал бить меня в живот ногами. И я начала задыхаться. Он вскипятил чайник заранее, так как хотел попить чай. И этот чайник он вылил на меня с кипятком. У меня до сих пор остались ожоги. Когда он вылил кипяток, он снова начал меня бить. На мне не осталось живого места. Мне было очень страшно, и я думала, что он сделает то, о чем он недавно, как я думала, пошутил. И тут он резко останавливается, падает на колени. Я от него шарахаюсь, потому что боюсь любого его движения. От него он опять начинает реветь. У меня разбита губа. Он начинает вытирать мне слезы и кровь с моих губ. Он был под чем-то. Нет, ребят, он не был под чем-то, потому что у него была температура 39, помним, да, он заболел, он не мог быть под чем-то, потому что он был дома. И это явно никак не связано с наркотой,
явно, она, наверное, увидела, что он что-то употребил. Но тем не менее. Вот, девочки, если есть психиатры в чате, или кто будет смотреть в этом видео, скажите мне, что это за диагноз, пожалуйста. Вот только что он переобулся. Он начал опять ныть и рыдать после вот проделанного ужаса, который я вам озвучила. Он начинает просить прощения, ревет и говорить о том, что он больше не будет, и извиняется передо мной. В тот момент я поняла, что он реально псих. Ну вот видите, кому-то нужно довести уже до вот как бы такого момента, когда, чтобы понять, что он реально псих. Хотя бы этих моментов было просто уйма в истории. Он извиняется, а я боялась ему ответить нет, потому что он больной и максимально непредсказуемый. Я боялась подумать, что он сделает со мной, если я его пошлю. Я его простила, сказала, что все хорошо, бывает, Вась. Помоги мне, пожалуйста, умыться. Я взаимодействовала с ним. Ну вот здесь, кстати, Марина поступила очень-очень грамотно. Молодец. Наступает ночь, то есть мы знаем, да, когда жертва уходит от психопата, она обязательно должна это делать очень тихо, незаметно, и вот так вот убивать его бдительность, делать вид, что все хорошо, да, чтобы он ничего не заподозрил. А потом нужно быстренько ноги в руки и убегать. Я простила, сказала, что все хорошо, бывает. Помоги мне, пожалуйста, умыться. Я с ним взаимодействовала. Наступает ночь, он выпивает жаропонижающее и засыпает. Когда я услышала, что он храпит, я просто оделась и сбежала. Даже свои вещи не забрала. Мне было страшно. Мои родители были в шоке, увидев меня в таком состоянии. Мама начала плакать, и она поняла, что это сделал он, так как я ей рассказывала какие-то моменты, и она мне говорила, что он псих, что от него нужно бежать, но я не слушала. На следующий день утром он названивал раз 50. Мне на телефон, потом моим родителям. Я попросила их игнорировать. Он приехал под дом моих родителей, вышел к нему, естественно, отец. Они поговорили по-мужски, как сказал папа. А вот здесь я хочу сделать отметку по родителям. В смысле поговорил по-мужски? В смысле, твой ребенок приходит домой с ожогами, избитый, кровь на губе, на ней живого места нет, а вы ее держите дома и дожидаетесь утра, и ждете, пока вот это чмо пришло, и говорите с ним по-мужски. В смысле? Я вот здесь, честно, вообще не поняла реакцию родителей. Они должны были срочно, во-первых, отвезти ее в больницу, это раз, чтобы вообще обследовать, какие там у нее органы, вообще уже в живого ничего не оставил там. Он ее ногами бил в живот, он ее облил кипятком. Какой по-мужски поговорить? Это вообще какой-то бред, если честно. И вообще ехать прямо сразу в полицию, снимать побои, чтобы эта мразь, во-первых, ответила за свои поступки, а во-вторых, то есть вы вот своим бездействием позволяете ему искать новых жертв или что получается? Ну, то есть я в шоке здесь, вот честно, от поведения родителей. Да, мама поплакала, и что дальше? Ну, как бы, и все, что ли? Положили, одеялком накрыли, дали чаек попить. Ну, как-то очень странно все, если честно. Я не знаю, Марина, может быть, вот вы смотрите, напишите, отпишитесь Ирине, да, вот если у вас есть желание объяснить вообще, что там было с родителями, но вот по тексту так. Поэтому у меня это вызывает дикое возмущение. Я просто вообще не понимаю такую реакцию родителей. Если он на следующее утро вышел с ним разговаривать, значит, ночью не предпринимались никакие действия, и Марина была дома. Это, блин, это преступление, это криминал. Hello. Она должна была быть в больнице, снимать побои и в полицию срочно заявление, чтобы эту мразь посадили за решетку. Это нельзя игнорировать, ребят, этого нельзя игнорировать. Вот это бездействие как раз порождает больше насилия. Потому что они безнаказаны,
Они чувствуют свою безнаказанность, они чувствуют, что у них развязаны руки, они никогда не остановятся, понимаете? Меня это такое вообще, меня бомбит это просто. Вот ну как поступили родители. Не знаю. Папа сказал ему, что чтобы он привез мои вещи и больше ко мне никогда не подходил. Ой, как страшно, капец. Особенно для психопата. Пипец, как страшно. Да ему вообще эти слова нипочем, ребят. Еще раз он ко мне подойдет, они вынуждены будут вызвать полицию. То есть они его предупреждают, что еще раз, они дают ему еще один шанс, да? Какой еще раз? В смысле, вы даете ему еще один шанс, чтобы он ее опять покалечил, или еще кого-то следующего. В смысле еще раз? Не бывает еще раз после подобного. Там идет сразу вот туда, в клетку его, и все. Какой еще раз? Это вообще, это бред, это вообще какой-то бред, если честно, это ужасно. Ну, знаете, что самое обидное, что таких вот историй сплошь и рядом, когда бездействуют те же самые родители, те же самые свидетели там чего-то, да, это реально вот сплошь и рядом. Я не знаю, может, Марина что не дописала, но явно, если бы там было что-то подобное, она бы обязательно это написала. Значит, этого не было, правильно? Он испугался. Да что там он не испугался? Ничего он не испугался. Испугался он. Потому что он привез мои вещи, и больше я его не видела. Насколько я знаю, он уехал в другой город. И даже мать его сказала, что не знает, что с ним и где он. В чем я глубоко сомневаюсь. Она просто скрывает его местоположение. Да, естественно, скрывает. Вы что думаете, мать не знает своего сына, что ли? И что он из себя представляет и где он находится? Конечно, знает. Почему я сделала такие выводы, что мать знает? Потому что позже я узнала, вот сейчас очень будет интересно, что почему он расстался, позже я узнала, почему он расстался с Аней из универа. Не потому, что он ее разлюбил, а потому, что он ее избивал, как оказалось, еще когда они учились вместе, вот в университете. И там была очень похожая история на мою. Ее родители запретили ему приближаться к ней. То есть опять, запретили и все, да, и вот, пожалуйста, вам результат. Запретили к той приближаться, он приблизился к другой, все. И это будет по цепочке, он не остановится, ребят. Вот как можно быть таким безответственным по отношению вообще к своему ребенку? Это просто пиздец, ребят. Я не знаю. Это ужас. Также она оказалась, как оказалось, я была не первая девушка, с кем он ей изменял. Их было много. Ну, то есть, естественно, он даже в этом соврал. Аню он держал как фасад идеальности. Да, вот я такой весь идеальный, значит, я такой весь в паре, да, такой молодец. Даже жениться на ней собирался. Одну из девушек, с которой он изменил Ане, он также тоже ударил после того, как она не согласилась молчать. Помните, он Марине говорил, что смотри, никому не расскажи. Он прямо-таки 2 раза это упомянул, когда он с ней переспал. Она перевелась из-за этой истории в другой институт. Представляете? Он реально ломает жизни людям. Вот этот монстрище. Эта история случилась уже после меня. Его родители об этом знали и позволили ему охотиться дальше. Они были в курсе всех его похождений, и то, что я в опасности, молчали. Ну, то есть, понимаем, они знали про эту Аню, да? Они знали про эту девочку, которую он ударил. И они видят, что он встречается с Мариной, она ночует у них дома, он ночует у нее дома. И родители вообще молчат, они даже не препятствуют его связям с людьми, когда его, в психушку уже пора за это самое закрыть. Это просто ужас. Ну, монстры, родители, что в любом случае. От осинки не родятся апельсинки, как говорится. Или они, может, вообще вполне нормально воспринимали то, как он с девушками обращается. Этот монстр сейчас промышляет где-то в другом месте. Но я точно знаю, что чья-то жизнь сейчас в опасности.
Такой никогда не остановится. Вот здесь абсолютно верно. Я очень рада, что Марина наконец-то это поняла. Я до сих пор никого к себе не подпускаю, не доверяю мужчинам. В терапию больше не верю, так как она мне не помогла, если я опять бухнулась с ним в отношения. Мне попался ваш канал, пересмотрела практически все ваши видео и поняла, вот здесь реальная помощь. Благодаря вам постепенно прихожу в себя, хотя уже прошел год, это много. Надеюсь, что доверие к мужчинам вернется. Вы называете вещи своими именами и не оправдываете насильника, говоря, что ты сама виновата, как мне, кстати, говорила моя психолог. Ну вот это вообще самый мерзкий вариант, когда вы нарываетесь на подобного психолога, и она травит жертву, да. Это я очень сочувствую Марине, что вот ей попался именно такой психолог. Поэтому у нее вера пропала в психологов. Но, опять же, ребятки, я вас всех призываю, никогда не судите по какому-то отдельному человеку, да, не судите всю профессию. Это не означает, что все психологи какие-то там ну, такие непонятные, да, и дичь всякую творят. Есть прекрасные профессионалы своего дела, поэтому просто лучше поищите. Но также вы даете понять жертвам насилия, что нельзя терпеть, а нужно бежать. Что он никогда не изменится, а ты можешь изменить отношение к себе и вырваться. Спасибо вам огромное, вы спасаете жизни. Ну вот, девочки, вот такая вот сегодня была у нас история. Вроде бы так она у нас лайтово начиналась, да, и так жестко закончилась. Но, к сожалению, это реалии жизни. И я надеюсь, что у Марины будет все хорошо. Уже то, что она обратилась на наш канал, это много значит, потому что вы не представляете, как трудно вываливать все свое нижнее белье, да, на всеобщее обозрение. И на это способны только те люди, которые хотят лечиться, хотят уже выходить на это, вот, из этой зависимости, да, и самое первое, что мы делаем при выходе из зависимости, мы признаем эту зависимость, вот, то есть мы признаем то, что это все происходило со мной, что я это позволяла, да, и я не пытаюсь это забыть, сгладить углы, как-то приукрасить, нет, я говорю все по факту, вот здесь начинается реальное выздоровление. Спасибо, Марина, что поделились своей историей. Я думаю, что у вас все обязательно получится. Вы еще очень-очень молоды, у вас вся жизнь впереди. И я не хочу говорить, что хорошо, что он вам попался сейчас, да, вот. Но, тем не менее, вы уже прошли этот опыт. Он был неизбежен, возможно, да, в вашей жизни. Но вы его уже прошли, самое трудное позади. Поэтому у вас есть с чем сравнить теперь, и вы понимаете, где абьюз, а где здоровые отношения. Вы можете различить, так сказать, и на всякий случай посмотрите мое видео «Настоящий мужчина, кто ты?». Вот там я рассказываю о реальных здоровых отношениях, о здоровом мужчине, как складываются со здоровым мужчиной отношения, как он себя ведет, что он для вас делает или не делает, или как вы в отношениях со здоровым мужчиной себя чувствуете, да, и проявляетесь. Посмотрите обязательно, это будет для вас очень полезный материал, особенно когда вы уже поняли, что такое мразь и психопат. Вот. Поэтому в телеграмчик обязательно, в телеграм-канал подписывайтесь. И там вы узнаете не только, когда будут выходить новые видео, но и также там есть, ну, просто тонны информации о нарциссах. Я выкладываю там свои статьи. Поэтому заходите, читайте, поглощайте, обучайтесь, так сказать, это будет только на пользу. Ну и в чат поддержки, если вы хотите вступить в наш чат поддержки, обязательно пишите Ирине, администратору, в директ в Телеграме или по номеру, указанному под этим видео, делайте запрос, говорите, я хочу вступить в чат, пишите ей в личечку, она вам скажет условия, да, объяснит условия как вступление, и также точно по консультациям, если вы хотите записаться на личную консультацию со мной и разобрать по косточкам свои отношения, и также по разбору истории, вот если вы также хотите разобрать свою историю, тоже пишите администратору в Телеграм или по номеру, который будет указан, номер WhatsApp. Вот. Ну и в принципе все. Ставьте обязательно лайки этому видео, это очень-очень важное видео, история также очень интересная, но это важное видео в плане безопасности. То есть мы учимся на чужих ошибках, что, конечно же,
лучше, да, лучшая версия того, когда вы сами через все эти грабли будете катиться. Вот, поэтому обязательно ставьте лайки, распространяйте это видео, подписывайтесь обязательно на канал, чтобы мы размножались, так сказать. Я буду вам очень-очень благодарна. Спасибо за донатики, мои дорогие. Если кто-то прислал донаты на Сбербанк, я обязательно вас поблагодарю в комментариях под этим видео. Но я с вами прощаюсь до завтра. Пока-пока.